Это я, Ганзи. Это все части всех сезонов великого, оригинального сюжета собственного написания Наруто Демон Слов. Сюжет стал популярным за короткие сроки, а также стал кроссовером других моих сюжетов. Если вы не смотрели сюжеты Наруто, Черная молния Канохи, Наруто, Повелитель взрыва и Наруто, Ученик Данте, то перед тем как начать это смотреть, сходите посмотрите сюжеты, перечисленные ранее, и возвращайтесь сюда, ведь здесь они будут присутствовать после событий, которые произошли в их собственных сюжетах. Короче, это один из лучших сюжетов по общим показателям. Текст, монтаж, сопровождающийся анимациями. Хочу заметить, что никто так не заморачивался над этим из всех сюжетеров на ютубе, а я могу этим похвастаться, так как сил ушло у меня немало на реализацию. В общем, приятного всем просмотра, вы все увидите сами. Ах да, не забудьте подписаться на канал, кто этого еще не сделал, и опционально колокольчик прожать. Ну и если вам понравится, то лайк влепите. А комментарий от 5 слов, если бы вы написали, то я отвечу и прожму на ваш комментарий лайк от себя в знак благодарности. Также залетайте в нашу деревню Шиноби в Discord сервере и группу ВК, ссылки в описании, как вы уже поняли. Но я считаю, пора начинать. Наруто Демон Слов, все серии, всех сезонов. Поехали! Я супер элитный ниндзя и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге, поэтому запомни хорошенько мое имя. Глава 1. Начало. Приятная осенняя ночь накрыла деревню скрытого листа, или же Канохагакуре-но-Сата. Сегодня мирные жители спали спокойным сном, ожидая завтрашний день. Все как обычно, сегодня 10 октября. Но лишь двум людям в этот день спокойно не было. Это были 4-й Хокаге Минато Намикадзе, которого еще зовут Желтая молния Канохи, и его жена Кушино Узумаки, которую прозвали Кровавый Хабанеро за взрывной характер. У них в этот день намечалось важное событие, которое изменит их жизнь на до и после. Никто еще не знает, что этот день изменит не только их жизнь, но и жизнь деревни, а в будущем и весь мир Шиноби. На свет рождаются мальчик и девочка, Менма и Наями. Дальше описывать не буду, ибо вы и так все знаете. Когда Минато взял обоих детей, чтобы запечатать лиса, его прервал 3-й Хокаге. «Минато, стой! Я знаю, что ты хочешь сейчас сделать. Ты еще слишком молод, чтобы умирать. И у тебя есть жена и дети. Они нуждаются в тебе. Поэтому я это сделаю. Асума уже вырос и не нуждается во мне. Не хочу заставлять Бивака ждать меня». Хорошо, 3-й сама. Согласился, как ни в чем не бывало Минато, ибо понимал всю суть торжества. Хирозен Сарутоби был изрядно уставшим от боя с лисом Кушино. Из последних сил сдерживал Девятихвостого цепями Узумаки. 3-й разделил лиса на светлую и темную часть. В Наяме он запечатывает светлую часть, а в Менму темную. Запечатывание прошло успешно, и бог смерти Шинигами забрал душу Хирозена. Но произошло то, что он не ожидал. Вновь открылся портал ада, из которого так сильно хотели вырваться демоны. Он старался как можно скорее его закрыть и загнать обратно всех демонов. У него это получилось. Но он не знает, что все-таки один демон смог проникнуть в мир Шиноби. Этот демон нематериален и не может использовать свою силу. Ему нужен сосуд. Спустя какое-то время он его нашел. Он выбирал кандидатов и видел будущее его с ними, и ему приглянулся один ребенок 2 лет, с которым он практически изменит весь мир Шиноби. Это первый ребенок Кушино и Минато, Наруто Намикадзе. Демон поселился в ребенке, которого увели нянечки в убежище по приказу Хокаге. Наруто плакал. Он хотел одного – к маме, чтобы она его успокоила и обняла в нежных материнских руках. Когда все закончилось, 4-й созвал экстренное совещание глав кланов, старейшин
и элитных джоунинов. Под конец Минато телепортировался домой, где Кушина всех уложила. Менма и Наями спали, а Наруто долго плакал. Кушина пыталась понять почему, но она не догадывалась, что Наруто плачет из-за того, что в него поселился демон. Вскоре демон перестал тревожить малыша, и Наруто от облегчения уснул на руках мамы. Глава 2. Тяжелая жизнь. Спустя какое-то время Коноха более-менее восстановилась. Четвертый объявил всем жителям, что Девятихвостый запечатан в их новорожденных детей, и что их признают героями, которые сдерживают буйного монстра. Жители радостно приняли детей Хокаге, ведь все в деревне уважали лидера и знают, что он говорит правду. Все желали сил детям, чтобы Кьюби не вырвался. Прошло 8 лет. За это время Менма и Наями стали очень избалованными. Они всегда были в центре внимания, были требовательными и капризными. Минато тренировал Менму физически, учил тайцзюцу и базовым техникам Е-ранга, а также своей технике Расенган. Наями училась фуиндзюцу клана Узумаки у мамы, а также тренировалась физически. У нее был такой же взрывной характер. Может быть робкой и доброй, но если разозлить, то становится страшной. Менма любил сестру и родителей. Он унаследовал меньше генов клана матери, и поэтому ему трудно дается обучение фуиндзюцу. Но в этой семье Хокаге есть еще один ребенок, которого никто не замечает. Это Наруто. Он был старше брата и сестры на 2 года, но его практически забыли. Четвертый уделял все свободное время Джинчурике. Минато разочаровался в Наруто, потому что он был слаб и явно портил его репутацию. Кушина тоже вскоре практически забыла первенца. Она уделяла время Менме и Наями, так как они джинчурики, а у таких всегда непростая судьба. Поэтому она всячески оберегала детей и заботилась о них, ведь она сама была такой же. Наруто пытался привлечь к себе внимание, спрашивал отца о тренировках, но тот всегда отвечал, что мол занят, и отправлял того к матери. Даже если он ничего не спрашивал, он просто на автомате ему отвечал. При этом он старался тренировать Менму. Кушина тоже отвечала ему безразлично, будто он пустое место. Менма и Наями вели себя ужасно по отношению к нему. Постоянно издевались, унижали, обзывали слабаком, неудачником и позором отца. Сколько бы Наруто ни жаловался родителям, им было все равно. Наруто рос умным ребенком. Ему остро не хватало внимания и родительского тепла. Он всегда любил читать. Книги были для него спасительным средством. Так, в теории он может превзойти многих шиноби. Также он тренировался физически на заброшенном полигоне номер 34, каждый раз доводя свое тело до предела, чтобы отец обратил на него внимание, но Минато продолжал его не замечать. Наруто пытался пробудить очаг чакры, но у него не получалось, сколько бы он ни медитировал, из-за чего родители еще больше в нем разочаровывались. А Менма и Наями пробудили чакру за час и разгоняли ее по чакра-каналам. Кушина и Минато гордились ими, называли гениями. Деревня тоже ужасно обходилась с Наруто. Все знают, что он ни на что не годный слабак. Всегда косо смотрят на него и называют позором не только Хокаге, но и всей деревни. Также Наруто хотел тренировать сюрикен-дзюцу, но Минато с Кушиной говорили, что это опасно. Причем Менме и Наями подарили набор сюрикенов и кунаев на 6-летие. У Наруто в душе поселилась обида. Мысли Наруто. Почему они меня не замечают? Почему все меня называют слабаком? Я же стараюсь, тренируюсь до потери сознания. Так почему? Почему такая несправедливость? Читал он про историю мира шиноби, про чакру, техники и тому подобное. Но ему особенно нравилось читать про технические аспекты, про состав сплавов, оружия и брони, конструкций, а также как работает то или иное изобретение, когда-либо созданное человечеством. Он даже думал заделаться мастером-кузнецом или конструктором, но он больше хотел стать шиноби с продвинутым оружием, чтобы его не считали слабаком. Глава 3. Сила слов. Однажды, когда 10 октября
Менми и Наями исполнилось 8 лет. На их праздник пришли все главы кланов со своими семьями. Минато с гостями разговаривали, поздравляли друг друга. Акушина общалась с женами глав о своем, о женском. Именинники радовались новым подаркам и играли с детьми глав. Тем временем Наруто. Он шел после тренировки в особняк Хокаге, где вовсю шел праздник. Но ему не было весело. Он даже забыл, когда в последний раз вообще улыбался. По пути его остановили напившиеся в хлам шиноби. Эй, ты тот, кого называют позором Хокаге? Парни, давайте проучим его. Да, давай. Поддержали собутыльника друзья. Наруто избили до полусмерти, и он потерял сознание. Один из шиноби вытащил кунай и хотел ударить. Как вдруг мальчишка поднял голову. Его глаза светились устрашающим бордовым светом. Он совершенно не моргал. Глаза были раскрыты на полную. Шиноби, замахнувшегося кунаем на избитого мальчишку, резко бросила в пот. А Наруто тем временем, будто не своим голосом, произнес: «Гниение». Напавшие шиноби переглянулись и на момент в непонимании затихли и, не сдержавшись, после этого громко рассмеялись. Но потом замахнувшийся кунаем почувствовал боль в руке и посмотрел на нее, наблюдая за тем, как его рука превращается в кровавый фарш. Он упал и начал орать. Другие двое не понимали, что происходит, и ужаснулись от картины. От их друга остались только кости. «Гравитационное давление», – произнес стальным голосом Наруто, отчего другой, стоявший рядом в шоке шиноби, впечатался в землю и под давлением его раздавило. Он превратился в лепешку, а точнее пятно крови, которое было сложно назвать человеком. Шиноби, державший Наруто, бросил его и начал убегать с криками: «Черт, ты демон!» А Наруто, не взымая ни на что, произнес: «Град копий». После чего на шиноби начали осыпаться тысячи копий, которые превратили последнего в решето. Восстановление. И у Наруто начали заживать все раны. Тем временем в разуме Наруто демон с довольной улыбкой начал разговор в пустоту. Ох, если бы еще чуть-чуть, я бы умер вместе с этим мальчишкой. Благо он потерял сознание, что дало мне свободу действий. Это опасно. В следующий раз я объясню ему, как пользоваться моей силой для самообороны. Не хватало мне, великому демону слов, умереть так позорно. Наруто очнулся. Открыв свои усталые глаза, он попытался встать, но его тело болело. Он не знал, из-за чего это произошло. Что последнее он помнит, так это то, что его избивали трое шиноби. Он осмотрел свое тело и был удивлен. Где были переломы, ничего не было. Даже рана на голове исчезла. Он смог встать и пойти самостоятельно домой. Запрыгнув на окно своей комнаты, он лег на кровать и закрыл голову подушкой, чтобы не слышать шум, который творился внизу. Он уснул, как он думал. Открыв глаза, он очутился в странном месте, коридор со множеством труб, которые тянутся в разные стороны, вода по щиколотку. Он начал продвигаться вперед и по коридору вскоре вышел в огромное пространство, заполненное темной субстанцией. Стены и потолки тоже были в ней. Эта субстанция шевелилась и издавала хлипкий звук. А в центре красовался трон, и на нем сидел демон, который обратил внимание на мальчика. Наруто испугался его, когда они пересеклись взглядами. Неловкая тишина продолжалась около минуты. Наруто смотрел на демона, а он на него. Первыми, кто нарушил тишину, был демон, который произнес: «Приветствую тебя, мальчишка», — сказал голосом, от которого становилось страшно. Наруто, недолго думая, в испуге ответил протяжным голосом: «Здравствуйте, а вы кто?» Демон улыбнулся, но со стороны это было похоже на улыбку хищника. «Ну, у меня много имен, но в основном меня зовут Фарёл. Я твой внутренний демон, а точнее высший демон слов. А ты, Наруто Намикадзе, мой сосуд». «Так это ты демон, которого запечатали в моего брату и сестру?» – спросил в недоумении Наруто. «Ха-ха-ха, нет, я не девятихвостый лис. Он действительно разделен на светлую и темную часть и запечатан в Менми и Наями, а я нахожусь в тебе, потому что ты особенный», – пояснил демон. «В каком смысле особенный?»
переспросил Наруто. Ты забытый ребенок. Ты фактически сирота при живых родителях. Чтобы познать мою силу, ты должен познать боль. Конечно, в вашем мире шиноби, где правят феодалы, войны и нищета, это не редкость. Но в тебе есть что-то особенное. А я за тобой наблюдал всю твою жизнь. И если честно, без слез не взглянешь на тебя. Так бы ответили люди. А у меня чувств нет. Прежде чем ты проснешься, хотел бы тебе сказать кое-что. Ты можешь рассчитывать на мою силу. Что? Силу? Я не понимаю, какая еще сила? Тебе нечего бояться, мальчишка. А что за сила? Сила слов. Все, что ты скажешь, материализуется. Но тебе сначала нужно представить это и знать, как работает техника. Или из какого сплава сделано оружие. Короче говоря, ты воплощаешь все с помощью слов. О чем подумаешь, то и сформируешь. Немного непонятно, но все же есть один вопрос. Вы не знаете, почему я не могу использовать чакру? Я пытался пробудить ее, но у меня не получается. Вы знаете, в чем причина? Задал важный для него вопрос Наруто. У тебя нет чакры. Есть только мана, и ее очень много. Ответил на долгожданный вопрос демон. Мана? То есть магическая энергия? Я читал о ней в книгах. Верно, но у тебя нестабильная мана. Из-за меня в тебе образовались потоки маны, и часть этой маны принадлежит мне. Твое тело не может контролировать ее. А как можно научиться контролировать ее? В твоем нынешнем положении никак. Но я могу взять тело под контроль и вернуть малую часть контроля над ней. Моя сила напрямую зависит от маны. Если я попытаюсь дать тебе свою ману, твое тело не выдержит и, в лучшем случае, разорвется. Поэтому выбирай. Наруто. Жить обычной жизнью и быть всеми презираемым слабаком, или же ты можешь получить мою силу и стать шиноби, особенным шиноби. Предложил Фариол. Ты, наверное, знаешь мой ответ. Я принимаю твое предложение. Отлично. Тогда сейчас я восстановлю поток маны в твоем теле. Демон слов взял контроль над телом и произнес. Восстановление потоков. После чего тело Наруто начало светиться, и через некоторое время все потоки маны были восстановлены. Наруто, я восстановил все потоки маны, теперь ты можешь пользоваться ей. Но сначала я хотел бы тебя предупредить, не потеряй контроль над ней. Если это случится, мы оба покойники. Предупредил демон. Спасибо вам, Фариол, поблагодарил Наруто. Пустяки, но ты уже понял, как работает моя сила? Посмотрел демон слов на Наруто, тем самым ожидая ответа. Да, я понял. Перед тем, как материализовать что-то, мне нужно знать, из чего оно состоит и как оно работает, и представить это в мыслях, а уже после материализовать. Ты все верно понял, но есть еще одна важная вещь. Чем сложнее структура или техника, тем больше она использует ману. Контролируй ее, бери нужное количество и не перетруждай себя. Понял, спасибо за информацию. Знаешь, в чем отличие чакры от маны? И в чем же? Мана в 2 раза сильнее чакры, то есть обычные техники будут в 2 раза сильнее. И да, тебе не нужно складывать печати, ибо у тебя нет чакры, только мана. Кстати, у тебя есть доудзюцу, которое принадлежит мне. Оно передалось тебе от меня, как и мана. Оно называется Мирайган. Оно позволяет видеть будущее. При активации у тебя закрываются глаза на секунду, а зрачок за это время начинает бешено крутиться. Ты можешь видеть все возможные варианты будущего и выбирать лучший исход. Но проблема в том, что оно требует много маны, и перерыв между использованием будет большим, где-то неделя. И ты можешь видеть только на секунд 10 вперед. Но если ты будешь тренироваться и постепенно становиться сильным, ты будешь видеть на 2 минуты, и перерыв будет уменьшаться. Чем дальше ты видишь будущее, тем больше маны тратишь и больше перерыв. Все понял? Рассказал про загадочное доудзюцу демон. А как мне активировать Мирайган? Спросил Наруто. Направить ману в глаза. Но для начала ты должен научиться ее контролировать. Сейчас отдохни, а потом будем заниматься тренировками. После этого разговора с демоном слов Наруто приметил для себя все самое важное, что нужно знать
знать о силе демона и как контролировать ману. И самое важное, что Наруто составил для себя правило материализации. Нельзя материализовать органику типа живых существ. Материализованные предметы не вечные, они через определенное время испаряются, а мана в них вся истощается. Знать, из чего состоит техника, так как ее представление можно материализовать. Для того, чтобы проще все запомнить и впоследствии применять, Наруто для себя завел что-то наподобие блокнота, но в форме книги, только с пустыми страницами для записи, и стал активно туда все записывать. Наруто решил освоить ману, а после уже Мирайган. Утром, когда он проснулся, сделал водные процедуры и пошел к столу. Минато, как обычно, его игнорировал и читал газету. Кушина готовила завтрак, а брат с сестрой, как обычно, выпендривались. Наруто позавтракал и пошел в академию вместе с Менмой и Наями, потому что они гении. И Минато перевел их в старший класс, где учится Наруто, как обычно отвечая на вопросы по теории без интереса и кидая сюрикены и кунаи на среднем уровне на практике. Потом бои, где он проигрывал. После академии он пошел на любимый заброшенный полигон номер 34, где начал тренировку по управлению маны. Итак, Наруто начал свои ежедневные тренировки. Сначала физическая подготовка, потом чтение книг, чтобы развивать фантазию и управлять силой демона, а также практика в применении. Физическая тренировка была следующей: 50 отжиманий, 20 подтягиваний, бег вокруг полигона – это 5 километров. Все это по 4 подхода, а потом тренировка по пробуждению маны. Это было не как с чакрой, которая как вода. Мана была похожа на камень, твердый и необработанный. Глава 4. Точка невозврата. Прошел год. Наруто по силе стал равен сильному генину. Демон стал хорошим другом для Наруто. Фариол тренировал его в управлении манны. Наруто больше не пытался привлечь к себе внимание. Он согласился с Фариолом, что нужно тренироваться по-тихому, чтобы никто не узнал, какой силой обладает забытый отпрыск Хокаге. Наруто управлял манной чуть ниже среднего уровня. Тем временем на базе корня. «Лев!» – крикнул забинтованный старик с тростью. «Вызывали Данзе-сама?» «Да, для тебя есть задание – следить за Джинчурики. При малейшем всплеске чакры Девятихвостого докладывай мне», – приказал Данзе. «Хай, Данзе-сама», – сказал Анбу в маске льва без эмоций. Мысли Данзе. «Ты отдашь мне Джинчурики, Минато? Скоро ты сам мне их отдашь. Ты только подожди». От таких мыслей у мерзкого старика на лице образовалась наглая ухмылка. Тем временем Наруто, как обычно, тренировал силу демона. «Стихия огня! Огненный шар!» – крикнул Наруто, и за счет маны техника получилась в 2 раза мощнее, чем у Шиноби с чакрой, которые по уровню подготовки такие же, как и он. Анбу Корня, который бежал, чтобы выполнять задание, мельком увидел полигон, где тренировался Наруто. Он решил понаблюдать и был в шоке. Он увидел, как Наруто использует техники без печати, да еще обычные техники были слишком мощные для 11-летнего ребенка. Спустя какое-то время Наруто закончил тренировку и пошел в библиотеку. Анбу решил доложить об этом Данзе. «Данзе-сама! Я отправился выполнять задание, но по пути я увидел, как тренируется Наруто Намикадзе. Вы знаете, что он не может пробудить чакру, но на полигоне он использовал техники без печати, да при этом еще любые техники его были в 2 раза мощнее обычного». Я думал, это ни на что не годный слабак. Этот мальчишка явно что-то скрывает. «Медведь! Орел!» – произнес глава корня. «Вызывали Данзе-сама». В кабинете появились Анбу в масках медведя и орла в шуншине. «Да, для вас есть задание – следить за Наруто Намикадзе. Выполнять!» – приказал Данзе. «Хай, Данзе-сама!» И они исчезли в шуншине. «Лев, для тебя задание остается прежним. Хай, Данзе-сама!» И тоже исчез в шуншине. Мысли Данзе. «Что же ты скрываешь, Наруто?» Прошел год. Наруто с остальными отпрысками Хокаге учится в выпускном классе. Наруто теперь владеет маной на среднем уровне. Несколько дней назад он смог пробудить Мирайган. Как и сказал Фариол, он увидел то, что произойдет через 10 секунд. Наруто увидел свое падение от истощения маны. Так и произошло.
После он неделю восстанавливался. Мана восстанавливается очень медленно, в отличие от чакры, но зато она расходуется тоже медленнее. Также Наруто за это время украл свиток с запретными техниками, переписал и вернул обратно. Он осваивал все техники. В тайдзюцу и сюрикен-дзюцу Наруто стал равен сильному чоунину, а силой демона он может убить элитного джоунина. Наруто замечал, что после использования маны его руки начинают сильно болеть. Демон сказал, что это побочный эффект, который проявляется у людей, но не у демонов. Фариол придумал выход из положения. Наруто прикупил пару перчаток и металлических пластин, чтобы сделать себе металлические перчатки для более эффективного нанесения урона по противнику и нейтрализации побочного эффекта при использовании маны. Данза разработал план, по которому он сможет захватить Джинчурики и свергнуть с поста Минато. Его Анбу нападут, когда Менма и Наями будут одни в укромном месте, чтобы пробудить Лиса. После буйства демона он созовет совет старейшин, где будет врать, что четвертый не следил за ними, и он подверг деревню опасности. Он станет главным кандидатом на пост 5-го Хокаге. После он захватит Наруто и будет пытать, чтобы узнать, что за силу он прячет, и по возможности завладеет его силой, а после убьет. Этот план действий старик постоянно крутил у себя в голове. Шел обычный день. Наруто, как обычно, гнобили. Наруто уже давно не на уровне ученика Академии, благодаря собственному упорству и Фариолу. После Академии он, как обычно, пошел в библиотеку, а потом на полигон. Менма с сестрой пошли на популярный полигон, где все шиноби ушли, чтобы дать отпрыскам Хокаге потренироваться, ведь они будущие канохи. Брат и сестра ожидали учителей Какаши, Хатаки и Джираю. Минато телепортировался к детям. «Привет, извините, но сегодня Какаши на задании, и Джирая-сенсей тоже. У меня есть время, так что я могу вас потренировать». Почесав голову, предложил им свою помощь Минато. Менма отрабатывал технику летящего бога грома и совершенствовал Расенган, а Наями занималась физической подготовкой и тренировала стихийные техники. Далее Минато с ними попрощался и велел тренироваться дальше самим. Затем телепортировался в кабинет Хокаге и сел за свою работу. Тут Анбу и решили подойти поближе. До этого они были вдалеке, чтобы Хокаге по чакре не обнаружил их. Все поняли, что это шанс. Они вернулись на базу и с целым отрядом из элитных Анбу Корня отправились обратно на полигон, чтобы приступить наконец к плану. И вот Анбу нападают. Менма не ожидал этого, как и Наями. Сначала они подумали, что это пришли Анбу по приказу отца, чтобы тренировать их, но они просто напали всей толпой. Менма понял, что они настроены серьезно. Он быстро раскидал кунаи и перемещался то к одному, то к другому кунаю. Он хотел достать кунай Минато, чтобы призвать отца, но Анбу будто уже поняли, что он хочет сделать, и выхватили кунай, а после спрятали. Теперь рассчитывать придется только на себя. У Наями тоже был кунай отца, но Анбу были на другом уровне, и так же, как и у ее брата, попытка призвать отца не увенчалась успехом. Наями в основном полагалась на тайдзюцу и сюрикен-дзюцу. Менма насторожился. Анбу не собирались останавливаться и были на полном серьезе. Вдруг, повернув голову в сторону Наями, Менма увидел, как 5 Анбу рванули на его сестру, а она была окружена и занята теми Анбу, что спереди. Менма взял кунай в руку, крутанув в манере отца, и прицельным броском метнул прямо в голову одному из Анбу, но тот среагировал на летевший кунай и приготовился отбивать. Как вдруг вместо куная появляется Менма с Расенганом в руке и обманным движением отбрасывает одного вражеского шиноби Расенганом и 2 других на близкой дистанции, устраняя с помощью обычных кунаев. Ему повезло, что сработал эффект неожиданности за счет техники летящего бога грома, но Анбу сильнее и опытнее их. 2 других Анбу стали поджимать Менму к Наями и окружили. У Анбу был приказ нанести им максимальный ущерб для того, чтобы они не смогли сдерживать Биджу внутри себя. Менма и Наями были повержены. Девятихвостый внутри резко воодушевился, ведь благодаря их гневу они в отчаянии воспользуются его силой. Когда это произойдет, он наконец освободится. Тем временем Наруто.
Наруто, дочитав книгу по изготовлению катаны, пошел на полигон. Тут неподалеку он увидел бой Анбу и своих нерадивых брата и сестру. Он ничего не слышал, потому что Анбу поставили звуковой барьер, но невидимый они, кажется, забыли поставить. Видимо, торопились. Сначала он подумал, что это просто спарринг, но немного посмотрев на бой, он понял, что Анбу настроены всерьез и уже буквально избивали брата с сестрой. Наруто решил вмешаться, потому что, как бы с ним ни обращались члены семьи, они связаны кровью, и так он немного покажет свое превосходство над любимцами Минато и Кушины. Он быстро надел перчатки и побежал на помощь. Прибежав к месту начала звукового барьера, выставив руки вперед, он крикнул: «Гравитационное давление!» И 3 шиноби, на которых сосредоточил внимание Наруто, были сдавлены до такой степени, что они взорвались на месте. Это потратило достаточно манны, но настроенный всерьез наш герой не собирал останавливаться. Все резко обратили внимание на Наруто. Стихия воды, водяной дракон. На Анбу полетел гигантский дракон. Шиноби Анбу успели среагировать и увернулись от техники, но были шокированы от такой силы и наглости Наруто. Ладно. Раз так, увлеченно и злостно приготовился Наруто, уставившись на свои цели. Град копий! Над Анбу исказился воздух, будто образовался портал, и 1000 копий мгновенно разрешетили 4 из них. К такому они явно не были готовы. Небольшое примечание. Наруто нужно смотреть на жертву, и тогда сработает техника. Остальные оставшиеся Анбу сразу всполошились и поняли, что нужно действовать, ибо стоять и думать равняется явной гибели. Они перешли к техникам. Огонь, вода, земля. Совместив эти стихии, Анбу образовали небольшое землетрясение, начав выводить Наруто из баланса. Огненный шар и водяная струя стремительно направились в него, но Наруто успел выставить руку вперед и произнести: «Барьер!» И стихийные атаки испарились в воздухе, естественно затратив немало маны. Один Анбу воспользовался неожиданностью и напал на Наруто со спины в тайдзюцу. Он был обезврежен кунаем в голову, потому что думал, что в тайдзюцу Наруто слаб, а из-за того, что он недооценил, Намикадзе воспользовался моментом. Он увидел на поле боя валявшийся кунай, добавил в руку ману и притянул оружие к себе, а затем добавил скорости и силы за счет той же маны. Он пробил голову одного из Анбу куная. В глазах Наруто резко задвоилось, и в его взоре чувствовался импульс сердца. Он встал на одно колено, так как мана резко поубавилась, ибо опыта у него до сих пор недостаточно, и он все еще не умеет правильно распределять для таких длинных сражений свою ману. Но до этого он был уверен, что покончит со всеми, как вдруг зрение вновь восстановилось, и ему стало чуть легче. Подняв голову, он увидел, как перебинтованный наполовину старик, сильно замахнувшись тростью, уже наносит удар прямо в правую часть его головы. Глухота, плавно наступающий шум в ушах, в глазах все мутно. Но сквозь пелену размывшегося взора виднеется, как все переворачивается вверх ногами снова и снова и снова. Наруто отлетел на метров 15, голова пробита, кровь застилает все видимое пространство, как вдруг голос в голове. Эй, я тебе просто так даровал силу. Вставай, Наруто, быстро! Прокричал Фариол в голове. Данза с ухмылкой посмотрел на отлетевшего Наруто, который валялся весь потрепавшийся и истекающий кровью. Что здесь произошло? Это вы с моим отрядом Анбу разобрались? Жалкие сосуды. Обратился приближающийся к Менми и Наяме Данза. Брат и сестра были в шоке и страхе, а перебинтованный старик приближался к ним, достав из рукавов продолговатый клинок, представляющий собой подобие катаны, но покороче в длине. Восстановление, еле как произнес Наруто. Что он там пробормотал? Обратил внимание Данза на прокряхтевшего что-то под нос с его стороны, лежащего лицом в пол Наруто. Я сказал «восстановление». Уже более внятно, чуть ли не выкрикнул наш герой и подлетел на полметра в воздух, плавно опускаясь на землю. Вокруг него светилась какая-то зеленая энергия, его глаза сияли бордовым светом. Как только он приземлился, свет потух, и энергия пропала, а все раны, которые были на голове и ссадины от падений, исчезли.
Что это такое? Я должен тебя заполучить. Времени не так много, чтобы разглагольствовать. Проанализировал Данза и рванул на восстановившегося парня. Наруто стоял с хитрой ухмылкой, но в мыслях он себе произносил: черт, что же делать, маны совсем не осталось. И пока он думал, Данза воткнул ему в плечо клинок. Знаю, проговорил Наруто и схватил Данза резко за руку. Гниение, проговорил Намикадзе, а рука Данза стала разваливаться, как обгоревшие деревяшки. Менма и Наями наблюдали за этой картиной. Менма был в шоке, а Наями начала чувствовать вину, потому что он их защищает, а она издевалась над ним. Но увидев, как Данза стал рассыпаться наполовину, они оба потеряли сознание. Затем Наруто, недолго думая, решил воспользоваться додзюцу, переданной ему демоном слов. И он активировал Мирайган для того, чтобы взглянуть в будущее и увидеть дальнейший расклад событий. Во взгляде Наруто образовалась уверенность. Ах ты ж мелкий! Не успел договорить Данза, как Наруто проговорил следом: импульс грома! И в Данза с неба обрушилась огромная молния, которая разорвала того, а Наруто отлетел на метров 30 куда-то в кусты. В другой части деревни шиноби Кумы незаметно проникли в Коноху. У них задание от Райкаги – похитить Менму и Наями. Про Наруто они даже и не знали, ведь про позор Хокаге никто из Конохи не распинался. Флэшбэк. В кабинете Райкаги. Итак, ваше задание. Вы должны незаметно проникнуть в Коноху и похитить детей Хокаге. Их двое, им по 10 лет. Так что проблем быть не должно. Поставил задачу Райкаги. Хай, Райкаги-сама. После того, как шиноби ушли из кабинета. Господин Райкаги, для чего нам дети Хокаге? Спросила Самуи. Для тех, кто не помнит или не знает, Самуи светлокожая женщина с пышной фигурой. Имеет прямые светлые волосы, коротко стриженные в стиле асимметричного удлиненного каре с челкой. Мы будем шантажировать желтую молнию Конохи. Нам нужны земли и ресурсы, и экономику надо поднимать. И я еще хочу отомстить ему за проигрыш на Третьей мировой. Хокаге все сделает ради своих деточек, ответил ей глава деревни Облака. Самуи не одобряла действия Эя, но промолчала. Конец флешбека. Шиноби под Хингё вошли в деревню и скрыли чакру. Они расспрашивали людей, где можно встретить детей Хокаге. Никто не знал, но один шиноби сказал, что они тренируются вместе с 4-м на полигоне номер 21. Они решили проследить и выждать подходящего момента, когда дети будут без надзора Минато. Как только они пришли, они увидели место, которое было похоже на кровавое месиво. Увидели пацана со странными перчатками на руках, который валялся где-то в метрах 30 от побоища, а также те самые дети, которые лежали без сил. Воспользовавшись моментом, они их похитили. Менма и Наями были без сознания. Ну а наш герой лежал в отключке. Эй, малой, вставай, хватит спать. Пронеслось в голове Наруто. А? Что? Что случилось? Спросил, очнувшись, наш герой. Но только не снаружи, а у себя в голове. Ты вырубился от истощения маны, но и физического истощения тоже. То, ради чего ты бился, пойдет на смарку, если сейчас же не встанешь и не примешь мер. Пояснил Фариол. Но как мне сделать это? Я же истощился, как ты и сказал. Задал вопрос с ноткой претензии Наруто. И вправду. Ладно, в этот раз я тебе помогу, от себя лично. Мне интересно, чем закончится эта схватка. Ты впервые пробуешь свои силы на такой серьезной практике. В этом есть смысл. Ответил тому демон слов. И после этого пополнил его запас маны и пробудил, вернув в сознание. Ого, как же удобно все же иметь такого напарника внутри себя, в мыслях произнес Наруто. Ха, давай не стой. Я что, зря тебя на ноги поднял? Шиноби из облака утащили твоего брата и сестру. Дуй прямиком за ними. Указал Фариол. Ага, понял. Кивнул Наруто в ответ и рванул в погоню. Наруто создал черный Рассенган, который он изучил в свитке. Другие техники Минато он не учил. В итоге он наконец настиг их и без раздумий молча кинулся в атаку. Что? Хвост? Переглянулись шиноби в масках между собой. Те тоже не стали церемониться и приняли бой, дабы отбить нападение. Наруто рассчитал примерно, как ему нужно двигаться, чтобы поразить все цели и победить. Он подал в свой черный Рассенган давление
сопротивления и сжал его до мелкого шарика, но мощь у него была пронзающая камень. Ну давайте попробуем так, подумал Наруто и оттолкнулся от дерева в сторону приближающихся на него шиноби облака. «Нефритовый Расенган!» – произнес Наруто, пронзив насквозь сразу двух летевших в воздухе друг за другом шиноби черным сжатым Расенганом. После этого он подобрал Менму Инаями на плечи и направился в больницу Канохи. Он прекрасно понимал, что ему надо покинуть деревню, ведь за убийство главы Корня и старейшины деревни его объявят нукинином. Даже родители его не спасут, ведь им все равно. Он был изрядно измотан. Мана еще есть, но надолго ее не хватит, ведь Фариол поделился лишь каплей. Ему нужно залечь на дно. Глава 5. Нукинин С ранга. После нападения он использовал остатки маны, чтобы бежать из Канохи. Благодаря мане он мог увеличить скорость в 2 раза. Так, бегая 6 часов, он уже был на границе страны огня. Затем нашел пещеру, и там он решил остановиться недолго, для того, чтобы восполнить силы. Тем временем в кабинете Хокаге появляется Анбу в Шуншине. «Хокаге-сама, ваши дети, Менма и Инаями доставлены в больницу». «Что?» Минато в шоке тут же телепортировался в больницу. В регистратуре узнал, в какой палате лежат Менма и Инаями, и под сопровождением медиков отправился к ним в палату. Как только Минато зашел в палату, он увидел лежащих на койке младших детей. Врач, который проверял состояние. «Хокаге-сама, у ваших детей сильный шок и легкие ранения, им нужен отдых». «Черт, кто же это сделал с ними? Сделайте все, чтобы мои дети были здоровы», – указал глава деревни. «Конечно, я же врач, это моя обязанность», – ответил врач. Минато вышел из палаты и направился в резиденцию. В резиденции он созвал всех Анбу. «Вызывали, Хокаге-сама?» В Шуншине появились Анбу в разных масках. «Да, выяснить, что случилось с моими детьми. Они будто пережили битву. Проверьте весь полигон», – приказал Минато. «Хай!» В один голос приняли приказ Анбу и исчезли в Шуншине. Спустя 2 минуты появляется Анбу в маске медведя. «Разрешите доложить?» «Докладывай», – приподнявшись с места, ответил Минато. «На полигоне номер 21 мы обнаружили трупы Анбу Корня и самого Данза. Полигон стал местом ожесточенной схватки, это видно по многочисленным следам. Также неподалеку мы обнаружили трупы Шиноби Облака». «Откуда там трупы Шиноби Облака?» – в недоумении спросил 4-й Хокаге. «Это нам неизвестно». «Продолжить расследование, а виновника объявить нукинином С ранга», – приказал Минато. «Есть!» Анбу Хокаге прошарили всю деревню в поисках улик. Трупы и следы убийств Анбу полностью убрали и зачистили. Решили, что расспросят обо всем детей Хокаге, как главных свидетелей. Спустя сутки Инаями просыпается, медленно открывая глаза. Несколько секунд она не понимала, где она находится и что произошло. Медсестра пришла проверить состояние Менмы и Инаями. Как только она увидела, что Инаями очнулась, она позвала других врачей. Тут позднее Минато услышал, что дочка пришла в себя. Он попросил Шикаку Нара временно заняться его работой. Он телепортировался в больницу. В палате уже были врачи и Кушина. «Привет, дочка. Как себя чувствуешь?» – спросил отец. Папа, привет, нормально. Ответила Инаями. «Ты не представляешь, как я за вас переживал. Я очень рад, что с тобой все хорошо». В этот момент проснулся Менма. Менма-кун, ты проснулся? Я так переживала за вас. Скажите, кто это сделал? И от него мокрого места не останется. Крикнула Кушина. «Пап, мам, что вы здесь делаете и где это я?» В растерянности спросил сын Хокаге. «Все в порядке, сынок, ты в больнице. Может, вы расскажете, что с вами произошло?» Менма вспомнил последнее событие, как он и Инаями пытались дать отпор нападавшим, как они были загнаны в угол и как Наруто их защитил. Наруто разделался с ними с помощью какой-то силы, он точно не использовал чакру. Так что же это было? Почему Наруто оказался таким сильным? Почему он никогда не демонстрировал свою силу, а притворялся дурачком? Как же Менме было стыдно. Гордость не позволяла признавать свое поражение и слабость перед старшим братом, поэтому он просто фыркнул и отвернулся к стене, не сказав ни слова. «Может, ты расскажешь?» Минато обратился к Инаями. Да, мы тренировались, как ты и велел.
А потом на нас напали несколько человек в маске Амбу. Мы пытались дать отпор, но они были гораздо сильнее. Единственное, что странно, у них была возможность убить нас, но они этого не делали, они просто изматывали нас. После этого к нам на помощь пришел Наруто. Он смог их победить. Наруто проявил невероятную силу в бою. Он выкрикивал техники. Притом он не складывал печати. Все техники были очень мощными. Появился Данза, который хотел убить его, а после и нас. Но Наруто невероятно сильный, одолел его. Он убивал взглядом, произнеся какие-то слова. Я издевалась над ним, причиняла столько боли, а он нас спас. Наями начинает плакать. Какой же я ужасный человек! Менма внимательно слушал сестру. Он тоже в глубине души был благодарен Наруто, но его портила гордость. Минато стоял в шоке. Когда дети были в больнице, он даже не вспомнил о Наруто. Дочь рассказала ему, что Наруто их защитил. Также Наруто оказался сильным, раз смог убить Анбу Корни и самого Данза. Он пытался вспомнить, когда последний раз хорошо проводил время со старшим сыном. Его осенило. Он забыл его. Минато в этот момент почувствовал себя последним куском дерьма. Слезы предательски лились по щекам. Кушина рыдала как ненормально, ей тоже было плохо от того, что она забыла Наруто. Минато отвел жену домой, чтобы та отдохнула. Детям он велел отдыхать, а сам вернулся в свой кабинет. Мысли Минато. Получается, на них напал Данза с Корнем. Так и знал, что этот старик замышляет что-то свое. Я знал, что он метил на пост Хокаге. Я не думал, что он все-таки решится напасть на Минму и Наями. Может, это был просто определенный этап плана? Может быть. Хорошо, что Наруто оказался рядом и защитил Менму и Наями, но с другой стороны, раз он устранил Данза, это значит, что мне придется его признать Нокинином. Наруто, я не должен был тебя забывать. Что же делать? Минато приказал Анбу найти Наруто. Вскоре всем стало известно, что старший сын Минато и Кушины пропал. Кушина сидела в комнате старшего сына и рыдала. У нее произошел психический срыв. Она сидела на его кровати. Она прям всем телом чувствовала, что кровать пропитана слезами и болью. Она забыла первенца. Осознание этого ее сломало изнутри. У Наями тоже вертелись мысли о старшем брате. Зачем она причиняла ему боль? Наруто, несмотря на то, как она с ним поступала, все равно защитил ее. Когда она могла погибнуть? Она думала, как извиниться перед ним, когда его найдут. Менма решил жить, как и жил до этого. Если найдут, ладно. Если нет, ну и фиг с ним. Тем временем Наруто. Он немного передохнул и просто побежал. Мана вся израсходована, и уйдет приличное время на восстановление ее. Он покинул страну огня. Оказавшись в стране железа, Анбу пытались взять запах или найти по чакре, но тут их ждал облом. Из-за влияния демона у Наруто нет запаха и чакры тоже. Вернулись Анбу с докладом о проваленной миссии. Это окончательно добило Минато, Кушину и Наями. Наруто обошел гору. Это была одна из тех гор, которая расположена посреди страны железа под названием Санро, что в переводе означает «три волка». Оказался в небольшой деревушке, и первым делом он купил себе дешевенькую теплую куртку, ведь здесь всегда суровый климат. Наруто снял перчатки, чтобы не отморозить руки. Дальше он перекусил в одной забегаловке. Теперь он на мели. Наруто думал, что же делать дальше. Он зашел в одно заведение, чтобы просто согреться. Нашел удобный стул и присел. Наруто, зайди ко мне. Наруто спускается в подсознание. Привет, Фариол, вижу, ты взволнован. Не бойся, мы что-нибудь придумаем. Да нет, я не об этом. Тогда о чем? Понимаешь, Наруто, я давно должен был тебе это рассказать. Только слушай внимательно, рассказ будет долгим. Подготовил к рассказу Наруто Фариол. Хорошо. Наруто стал серьезным. Давным-давно я был человеком. Я был из клана с могущественным додзюцу. Наш клан должен был стать одним из великих кланов. Мирайган был нашей силой, а также и нашим проклятием. Мы жили после смерти Хагоромо Оцуцуки и его детей Ашуры и Индры. Способность наших глаз была невероятной. Нас считали дьяволами. Потом против нас объединились клан Сенджу, Учиха и Хьюга.
Нас уничтожили, а после стерли из страниц истории. После своей смерти я стал ангелом на небесах. Потом меня искусили на грех и прогнали в ад. Я стал демоном. Мне не нравилось там. Не знаю как, но мое додзюцу осталось при мне. Мой Мирайган видит насколько угодно лет вперед. Сатана одарил меня этой силой слов и манной, которой владеют все демоны. Потом прошло 2000 лет. Там время по-другому идет. Я был самым молодым демоном. Среди них я был как ты. Никому не нужный мальчишка, самым древним демоном по миллиону лет и больше. Вскоре один демон поднял мятеж против сатаны. Это был демон бунтарства по имени Данталиан. Он смог сплотить большую часть демонов в армию. И я был в этой армии, потому что хотел вернуться на землю. Все в армии хотели уйти из ада. Данталиан стал владыкой демонов. И, естественно, сатана ничего об этом не знал. Он смог найти способ открывать порталы в ваш мир, но наши попытки были пресечены богом смерти Шинигами. А однажды, когда вновь мы попытались прорваться, мне предоставился шанс, и я вышел из портала. Это произошло, когда родились твои брат и сестра. Мне просто повезло, ведь Шинигами был занят призывом, и этого времени мне хватило. Остальным не так повезло. Их отправили обратно. Я поселился в тебе, потому что мне нужен сосуд. Я нематериален и не могу использовать силу. Рассказал очень длинную историю о себе Фариол. Вот эта история у тебя. Ну что получается, вы что ли мир захватить хотите? Спросил непонимающий Наруто. План был подобен этому, но я понимаю теперь, что ничем хорошим это не закончится. Наруто, ты изменил меня. Ты вновь пробудил во мне человеческие чувства. Я поверил, что мир можно изменить. В аду я думал, что ваш мир заслуживает уничтожения. Но теперь нет. Ты способен изменить мир. Я помогу тебе. Ответил на вопрос Наруто демон. У меня сейчас голова взорвется. То есть ты восстанешь против вашего главного, как его там, Данте... Забыл его имя, Наруто? Данталиана. Поправил его Фариол. Да, против него и его армии, продолжил Намикадзе. Когда я только вышел из портала, я использовал Мирайган, увидел твое будущее. Только тебе под силу остановить его. Но ты не справишься, если не станешь сильным демоном. Неожиданно высказался Фариол. Что? Демоном? Переспросил Наруто. Да, чтобы противостоять демонам, нужно быть демоном, ибо мане нет равных. Пояснил демон. Ладно, давай отложим это пока что. В общем, сейчас я должен стать сильнее. Это в любом случае. Но как? Где можно стать сильным? Наруто недолго думал. Он понял по описанию, что находится в стране железа, где нет шиноби. Здесь только самураи. Наруто сразу подумал кендзюцу. Он может усовершенствовать навыки владения катанами и дать достойный отпор демонам. Наруто решил начать обучение у Мифуны. Глава 6. Мастер кендзюцу. Наруто вышел из подсознания. Между прочим, вовремя, ведь к нему подходили несколько человек, и судя по их настрою, у них были вопросы к странному поведению Наруто. Он быстро покинул заведение и решил направиться в главный храм. В храме он увидел много людей. Каждый отрабатывал приемы и удары с деревянной катаной. Эти люди были различного возраста, от мала до велика. Наруто оглядывался по сторонам и с интересом наблюдал. Тут к нему подходит один мужчина с забинтованной макушкой головы, с длинными серыми волосами, длинной бородкой, а также морщины, серые усы и черные глаза. Он был одет в кимоно и имел при себе свою катану Куросава. От него веяло силой и опытом, присущие воинам. «Ты кто, малец?» – поинтересовался самурай. «Я странствующий шиноби Наруто Намикадзе, и в данный момент я ищу некого Мифуны, мастера кендзюцу, чтобы обучиться для того, чтобы улучшить свои навыки в этом искусстве», – ответил Наруто. «Ха-ха, ты думаешь, можешь так просто прийти и начать учиться кендзюцу? Для начала покажи, на что ты способен, а Мифуна это я». «Хорошо, я готов», – ответил решительно Наруто. «Устроим спарринг. Ты будешь сражаться с моим учеником, его зовут Кита. Если сможешь продержаться хотя бы 10 минут или же победить, то я подумаю», – предложил условия самурай. «Где и когда?» – уточнил с нетерпением Наруто, сделав полушаг вперед. «Прямо сейчас, на 24-м татами. В данный момент он свободен. Поэтому иди и готовься, а я позову Киту», – ответил Мифуны.
Наруто направился на 24-е татами. Он до сих пор наблюдал, как люди оттачивают свое мастерство. Это было так завораживающе. У некоторых были и настоящие катаны, лязг металла и дерева, и крики людей были бальзамом для ушей Наруто. Он нашел один огромный круг, на котором была огромная цифра 24. Он снял одежду и надел перчатки. Как назло, маны было примерно процентов 15. Его раздражало, что мана так медленно восстанавливается, но теперь надо только надеяться, что его противник не будет слишком сильным. Наруто начинает разминку. Тут он видит приближающегося старика и молодого парня, немного старше Наруто, с красивой внешностью и танто в правой руке. Итак, Наруто, вы с Китой будете сражаться. Покажи себя и выложись на максимум, раз хочешь стать сильнее. И Мифуне дает Наруто меч для боя. Давайте уже начнем. Проговорил Наруто, направив свой взор в глаза своего соперника. Оба поклонились друг другу в знак уважения. После Мифуне дал старт. Наруто понимал, что маны у него очень мало, и поэтому он рванул первым, для того, чтобы как можно быстрее закончить этот бой, иначе, если поединок затянется, то он точно проиграет. Наруто вложил ману в удар мечом. Кита понял, против кого сражается, и увернулся от удара, а Наруто проломил татами вместе удара. Кита был быстр, его реакция не подводила, пока Намикадзе приходил в себя от промаха. Ученик Мифуне уже оказался за спиной. Боковым зрением Наруто заметил приближающийся Танто. Он не успел воспользоваться мечом и блокировал удар перчаткой. «Барьер!» – тихо произнес Наруто, и Кита резко отбросила на метров 10. Тем временем Мифуне хотел уже вмешаться, так как этот бой в кендзюцу и техники здесь запрещены, но решил посмотреть, что будет дальше. Далее бой Наруто и Киты проходил достаточно энергично и на мечах. Никто не сдавал позиции, Намикадзе использовал перчатки как защиту в некоторых моментах, где не успевал среагировать мечом. Наруто двигался быстро и мощно, атаковал только за счет использования маны, каждый раз распределяя ее по своему телу. Периодически его тело покрывала полупрозрачная синяя аура во время движений. Черт, осталось совсем немного маны, я сейчас свалюсь, но я не должен показывать свое истощение и срочно добить его, не убив при этом, подумал Наруто и тут же использовал свои глаза для того, чтобы увидеть будущее на 10 секунд вперед. Это последний шанс, мана на исходе, подсказал Фариол в голове у Наруто. И тут Намикадзе приготовился. «Скачок!» – произнес он и делает последний рывок навстречу летевшего в него Киту, и при этом, пригнувшись, увернулся от его удара и проткнул тому ногу. «Стоп! Достаточно», – произнес Мифуне. Он анализировал Наруто. Благодаря своим обширным знаниям о мечах, Мифуне может судить о навыках фехтования своих противников, а также оценивать степень их мастерства. Он оценил его, поняв, что он может быть отличным мастером кендзюцу. «Хорошо, Наруто, ты меня впечатлил. Я согласен тебя обучать мастерству кендзюцу. Завтра начнутся твои тренировки. А пока я найду тебе комнату, и ты будешь обустраиваться. Все понял?» – задал вопрос Мифуне. «Да, Мифуне-сенсей, а можно вас кое о чем попросить?» – ответил, тут же задал вопрос Наруто. «Да. Могли бы вы скрыть меня ото всех деревень, в особенности от Шиноби Канохи, и не распространяться обо мне?» – задал нескромный вопрос Наруто. Недопонял самурай. «Яну Кинин», – ответил каменно Намикадзе Наруто. «Что? Тебе на вид лет 10-12. И что же ты такого натворил в Канохе?» Наруто начал рассказывать про нападение Корни и Данза, а также про Шиноби Облака. «Ты сильный, раз смог убить Данза и расправиться с Корнью. Ты молодец, что заступился за семью. А вот что понадобилось Шиноби Облака, я не знаю. Скорее всего, Райкаги хочет развязать войну. Ладно, здесь ты будешь в безопасности, но если ты будешь заставлять проблем, то я без зазрений совести тебя выгоню», – предупредил Мифуне. «Спасибо вам, я не подведу», – поблагодарил Наруто. Мифуне проводил его в пыльную комнату. Наруто весь день приводил ее в порядок. После он лег спать. Завтра
трудный день. Мифуне разбудил Наруто в 5 утра. Они поели и пошли на тренировку. Итак, Наруто, для начала ты должен знать, кендзюцу – это уникальное боевое искусство, в котором важно две вещи. Это мастерство, владение холодным оружием и боевой дух воина. У меня есть ученики, которые обучают других новичков. Они обучают их немного другими методами, но самым распространенным способом изучения нужных движений остаются ката, соединенные упражнения, которым я буду тебя обучать. Вначале ученик тренируется один, а уже впоследствии в парах или с большим количеством противников. Чтобы оттачивать свое мастерство, бойцы выполняют парные ката с фиксированными движениями обоих участников, практикующихся с деревянными мечами. Качество подготовки проверяется в поединках, соревнованиях, где удары наносят, останавливая меч в нескольких сантиметров от противника, а также в дуэлях на боевом оружии. Ты понял, что тебе предстоит? Не передумал? Задал наводящий вопрос Мифуне. Нет, я стану таким же мастером кендзюцу, как и вы, сказал твердым голосом Наруто. Его глаза блеснули решительным огнем. Мифуне понравился такой ответ. Ну тогда начнем. Прошло 5 лет. Наруто уже 17. Он набрался опыта, стал превосходным мастером кендзюцу, уступая только Мифуне. И то Мифуне его побеждал с помощью многолетнего боевого опыта, стал хладнокровным, спокойным, рассудительным. Сейчас он мастер яйдо, стиля фехтования, который позволяет пользователю быстро обнажать свой клинок, чтобы уничтожать врагов. Также ниндзюцу против Наруто не работает, как и против Мифуне, так как он способен атаковать в течение короткого промежутка времени, которое требуется, чтобы применить печати с помощью рук. Единственное, чему он не смог научиться, это проводить ману через катану, потому что металл его не проводит. Провести ману через катану не похоже на то, что он делал с Кунаем и в спарринге с Китой в прошедших его схватках. Он подавал по большей части в руки ману для повышения своих физических характеристик, и за счет этого атака усиливалась. Мифуне был немного расстроен, ведь он понял, что Наруто гений, который все схватывает на лету. Он надеялся, что нашел себе преемника, который заменит его и будет дальше учить новое поколение мастерству кендзюцу. И Наруто оправдывал его ожидания, каждый раз побеждая противников и показывая свое отточенное мастерство. Он был гордостью Мифуне. Также Фариол обучил Наруто создавать порталы с помощью маны, как это делает Данталиан. Наруто не пробовал создавать порталы и пока опасается, ведь мана тратится в огромных количествах, и создавать портал он может только раз в 3 года. Что же произошло за это время в семье Хокаге? Минато, как обычно, занимался работой, время от времени посылая Джоунинам миссию по поиску Наруто. Кушина страдала от депрессии. Наями пахала на полигоне как проклятая, оттачивая свои навыки, и ее повысили до ранга Джоунин. Как и Менмо. Менмо научился телепортироваться за 1000 километров и смог завершить Расенган, добавив стихию ветра. Так он создал Расен Сюрикен. Наями стала хорошим мастером фуэнзюцу. Она тренировалась ради одного человека. Мысли Наями. Наруто, я верну тебя во что бы то ни стало, и мы заживем как настоящая семья. Менмо вообще забыл старшего брата. Микота и Цунады все это время пытались вытащить Кушину из депрессии. Им это удавалось, но на короткое время. В один день подруги сказали Кушине, что своими чувствами она не вернет Наруто. Нужно приводить себя в форму, работать Джоунином и запросить миссию по поиску Наруто, которую никто не может выполнить уже 5 лет. Кушина наконец оставила слезы и взялась за тренировки. За 6 месяцев она более-менее вернулась в форму. Глава 7. Пророчество. Наруто, как обычно, тренировался с Мифуне в мастерстве кендзюцу. Мифуне стал для него как отец. Они спарринговались на катанах. Наруто старался его победить, но самурай, как всегда, был на шаг впереди. Все, на этом наш спарринг окончен. Тебе немного не хватает скорости, но ты это компенсируешь силой и мастерством. Катаной ты превосходно владеешь, но похоже, что ты ее источил в боях. Я подарю тебе новую и даже 2. Будем учиться пользоваться 2 катанами. Сразу. Это эффективно, если враг выбьет у тебя первую катану, то ты можешь просто сражаться второй. И напоследок, я горжусь тобой. Никто еще так долго не мог выстоять против меня. Тебя уже можно считать мастером кендзюцу.
закончил самурай. Пока я не одолею тебя, я не буду мастером, отец, высказал Наруто. Хорошо, сын, сказал Мифуна. Они обнялись и пошли по комнатам. Наруто лег на кровати и хотел уснуть, так как бой с его учителем и названным отцом всегда был выматывающим, но с ним начал разговор Фариол. Наруто, а я хочу с тобой поговорить кое о чем. Наруто оказывается в подсознании и видит, что он не один. Рядом с ним было огромное существо, оно было в кимоно, с фиолетовой кожей, с длинными волосами, с рогами, со страшными острыми зубами и танто в руках. Привет, Наруто. Знакомься, это бог смерти Шинигами. Что? Что он здесь делает? Бог смерти пришел за тобой, чтобы прогнать в ад? Наруто привязался к демону и не хотел терять друга. «Нет, я пришел поговорить с вами», — сказал Шинигами. «О чем поговорить?» В полупанике задал вопрос Наруто, не ожидая подобной встречи. «Недавно я участвовал в битве, в которой был повержен. Данталиан со своей армией демонов открыл портал, и у нас завязалась битва. Я не смог прогнать их в ад, и они пошли на землю. Вся армия сейчас нематериальна. Данталиан вместе с самыми сильными союзниками вселились в членов так называемой организации Акацки. Переговорив с жабьим мудрецом Гамамару, я выяснил, кто их сможет остановить. Наруто и Фариол. В пророчестве говорится о том, что вы способны остановить их и спасти мир. Наруто, ты можешь стать станином смерти, а ты, Фариол, можешь вновь стать ангелом, если у вас получится. Но вам нужны союзники, без них вы не сможете одолеть всех демонов. Наруто переваривал информацию, Фариол воодушевился. Что ты предлагаешь? Спросил Фариол. Ты можешь отправиться в ад и тренироваться с сатаной. Я договорился с ним, и он согласен даровать тебе больше сил. А после ты и Наруто встретитесь с Данталианом для того, чтобы остановить его, иначе мир будет в большой опасности. Ответил ему Шинигами. «А как я стану санином смерти?» – спросил Наруто. «Я заберу тебя в мир Шинигами и сделаю санином смерти. Я лично займусь тобой», – ответил Шинигами. «Круто, я в деле!» – воскликнул восхищенно Наруто. Когда начинаем? Я уже готов, сказал Фариол. Ах да, Фариол, я сделаю кое-что, и ты сможешь спокойно выйти из Наруто. Но ты будешь также нематериален, и простые смертные тебя увидеть не смогут. Это нужно для того, чтобы вы могли отправиться в разные места для тренировок. Спустя 100 печатей, все, собственно, готово. Не подведи меня, Фариол, и ты, Наруто. Мы не подведем, ответил за двоих Наруто, и в этот момент Фариол уже парил над ним. Тем временем в Конохе. Утро. Приятный рассвет. Первым на улицу выходят люди по своим делам. Шикамару вышел из дома. Ай, как потренироваться хочется. Пойду полежу, может пройдет. Потянувшись на крыльце своего дома, произнес он. Саски встретился с Менмой. Ему не понравилось его высокомерие и велел остановить его. Но Менма вел себя эгоистично. «Я тебе сейчас все на пальцах объясню. Средний, видишь?» Не выдержав, произнес и показал неприличный жест Менма. Ну дальше драка, где Учиха его легко уделал, ведь у него 3-томойный шаринган и звание Джоунина. Потом Саски отправился в резиденцию за миссией. Наями тоже пошла к отцу за миссией, но по пути встретила друга Шикамару и немного задержалась в беседе с ним. Вот когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первый месяц я буду просто сидеть в кресле качалки. Начал заливать Шикамару. А потом? А потом начну раскачиваться. В этот момент Наями прорвало от смеха. Шикамару всегда поражал ее своей ленью. Шикамару тоже улыбнулся, и они не заметили, как дошли до кабинета Хокаге. Постучали. «Войдите!» – донесся голос из кабинета. Зашли в кабинет. «О, Шикамару и Наями, вы за миссией?» «Да, Хокаге-сама, мама все не отстает от меня», – ответил Шикамару. «Ну что же, есть одна миссия Б-ранга – сопроводить торговое судно», – начал Минато, но его перебила Наями.
Ну уж нет, папа. Меня задолбали эти легкие миссии. Дайте мне, наконец, миссию по поиску Наруто. Возмутилась девочка. Наями, я не могу дать тебе эту миссию. Ее никто не смог выполнить за 5 лет. И ты считаешь, что сможешь его найти? Полувозмущенно, но в то же время в спокойном состоянии задал вопрос Минато. Я просто обязана его найти, и ты меня не остановишь. Наями была в небольшой ярости, а ее волосы были в небольшом напряжении, подобно Кушане, но еще не дотягивала до оригинала. Хорошо. Но только если с тобой еще кто-то будет. Ведь мало ли что, если с тобой что-то случится, я себе этого не прощу. Минато не стал спорить, так как она пошла характером в мать, и споры с ней всегда, как и с Кушаной, в общем, не очень хорошо могли закончиться. «Кот», – громко произнес Минато, – «вызывали Хокаге-сама. Появляется Анбу в Шуншине. Позвать Какаши и Асуму», – приказал Хокаге. «Хай, Хокаге-сама», и исчез в Шуншине. После этого в кабинет заходит Кушана, которая была в своей боевой форме кунаичи. Минато, я хочу взять миссию по поиску Наруто. Сказала строгим голосом кровавая Хабанера. «Еще одна? Вы хоть понимаете, что никто за 5 лет не смог его найти, а? А это что значит? Это значит, либо он мертв, либо хорошо скрывается». Не выдержал уже лидер деревни и вызволил часть своих эмоций наружу. Он смог убить элитных Амбу Корня и самого Данза. С такой силой вряд ли его кто-то сможет убить. И за 5 лет можно было давно найти тело. Так что прекращай нести эту чушь. Сказала Кушана. «Хорошо, значит, он скрывается. В этом случае он либо подрабатывает наемником, либо его прикрывает какая-нибудь страна. В любом случае, вы его не найдете, пока он сам этого не захочет, тем более в последнее время все чаще и чаще я слышу про организацию Акацки. Там в основном сильные нукинины, и они охотятся на джинчурики. Понимаешь?» – пытался объяснить Минато. Мне плевать, я должна найти сына и вернуть его в семью. Сказала твердым голосом Кушана и выпустила сильную ки. В кабинете витала жажда убийства. «Ой, как же геморно!» Выдохнув, жалобно произнес Шикамару. В этот момент в кабинет заходят 2 элитных джонинов. «Вызывали Хокаге-сама?» – спросил Асума Какаши в один голос. «Да, в общем, вы все», – указывает на Наями, Шикамару, Кушану, Асуму, Какаши. «Отправляйтесь на миссию по поиску Наруто Намикадзе. Это миссия ранга С». «Есть!» – ответили в унисон все разом. «Помните, – говорит Наями и Кушане, – что на вас мои метки, и если понадобится помощь, направьте чакру, и я телепортируюсь к вам». Все покинули кабинет, оставив Минато наедине с бумагами. Мысли Минато. «Надеюсь, что с вами ничего не случится, и вы наконец найдете Наруто. Кушана, если что, надеюсь, что сможет подавить Девятихвостого». После этого все пошли по домам собирать вещи. Кушана запечатала вещи в свиток и отправилась к главным воротам Канохи. По дороге встретила Микото и разговорилась. Наями собрала вещи и запечатала их в свиток, и по дороге встретила подругу Хинату и тоже разговорились. После того, как Асума и Шикамару пришли к воротам, им пришлось ждать. Пришел Какаши, который на удивление не сильно опоздал. Обсудили миссию и ждали девушек. Когда Кушана и Наями вспомнили о миссии, они попрощались и побежали к сокомандникам. «Почему вы опоздали, Кушана-сан? Даже Какаши почти вовремя пришел», – возмутился Асума. Да так, встретили друзей, но сейчас не это главное, нам пора, вперед! Перевела тему Кушана, и все отправились на поиски Наруто. Глава 8. Новый союзник. Наруто подарили 2 катаны из прочного металла. Он сразу решил опробовать их в бою с Мифуне. Спустя несколько часов тренировки Наруто более-менее освоил стиль боя с 2 мечами. Когда Наруто прилег отдохнуть, его вновь позвал внутренний демон. «Слушай, ты можешь хоть сегодня дать мне отдохнуть?» – выразил недовольство Наруто уже в подсознании. «Извини, Наруто, но это срочно», – сказал Фариол. «Хорошо, что случилось?» «Слушай меня внимательно. Шинигами сделал так, что я могу покидать твое тело. А это значит, что я могу пользоваться своей силой снаружи и использовать душ людей как сенсор. Я взглянул в твое будущее с помощью Мирайгана, и увидел я нерадужную картину», – продолжил Фариол. «Что должно произойти?» – заинтересованно задал вопрос Наруто. «В ближайшее время Акацки сразят твою сестру. Туда отправишься ты, поскольку это произойдет в стране железа. Наверное, Наями с остальными будут искать тебя. Акацки захватили Наями остальных
мужика с сигаретой, пепельноволосого с маской на пол лица, молодого парнишку с прической ананаса и твою маму и отца убьют. А ты в порыве ярости воспользуешься моей силой и тебя тоже убьют, поскольку в Акацки поселились такие же демоны, но со своими силами. А демонических членов преступной организации в одиночку пока еще ты не способен одолеть. А впоследствии этого наступит конец света. Но Дантелиану этого будет мало, и он начнет захватывать другие миры. Поведал Фариол. Что? Этого не может быть, но слушай, а это будущее можно как-то изменить? Поинтересовался, находясь в ужасе Наруто. Конечно, ведь люди всегда сами строят будущее. Я подумал, как изменить такой вариант событий, и я наткнулся на одну идею. В раздумьях, прищурившись, сказал демон. Говори. Тебе нужны союзники, причем сильные, которые смогут противостоять Акацки. Если ты не будешь сражаться один, то есть вероятность, что ты спасешь всех и хотя бы сможешь убить Акацки демона. Но, к сожалению, таких сильных шиноби нет в этом мире, но по крайней мере я не ощущаю. Продолжил демон. Вот же черт, получается, нам никак не спасти этот мир, промолвил Намикадзе. Запомни одно. Не бывает безвыходных ситуаций, бывают только ситуации, выход которой нас не устраивает. Я нашел кое-какой выход из этого положения. И какой же? Глаза Наруто загорелись. Ты можешь найти союзников в параллельном мире. Вообще таких миров множество. И я знаю один поблизости с нашим. И в нем существует человек, который в силах помочь тебе. То есть мне поможет шиноби из другой реальности? Уточняюще спросил Наруто. Ну, как тебе сказать? Если ты сможешь его уговорить. Не факт, что он согласится, но у тебя выбор невелик и попробовать можно. Ответил Фариол. Хорошо, я готов это сделать, но как я попаду в его мир? Ты что, забыл про порталы? Напомнил демон. Ах да, получается, мы откроем портал, и я должен буду найти его и уговорить отправиться в наш мир. Бинго. Подтвердил демон. Ну допустим, я его найду. С помощью магии. Есть у меня пару словечек для этого. Но как я его уговорю? Задумался Наруто. Для начала, тебе нужно вывести его на разговор, но будь аккуратнее, он опасен в бою. А затем скажи все как оно есть, и то, что если сейчас Дантелиан победит, то затем его ярость обрушится и на их мир. Ну а дальше придумаешь что-нибудь сам. Ответил демон. Ну ладно, я кажется понял, как мне действовать. Когда начинаем? С нетерпением задал вопрос Наруто. У нас есть еще неделя. Ты должен освоить свой новый стиль боя с 2 катанами, а после отправиться в мир за подкреплением из параллельного мира. Ответил демон. Хорошо. Наруто не спал всю ночь. Мозг все время обрабатывал информацию, полученную от Фариола. Следующий день прошел как обычно. Он еще усерднее тренировался в кендзюцу, а когда тренировка закончилась, он начал думать по поводу того, как сделать так, чтобы катаны проводили ману. Он долго думал. Благодаря тренировкам Фариола по контролю маны он стал контролировать ее на уже довольно высоком уровне. Наруто, я могу помочь. Вмешался демон в раздумья Наруто. И как? Я поставлю свои печати на катаны, и они будут проводить ману, но при одном условии. Мана будет расходоваться достаточно быстро, и тебе придется научиться проводить ману только в нужный момент конкретного удара. А разве так можно? Удивился Наруто. Дай мне контроль над телом, и я все сделаю. Наруто дал свое тело под контроль демона. Фариол, как и сказал, поставил печати на катаны Наруто. Когда демон вернул контроль обратно, Наруто сразу стал проверять, что же получилось в итоге, и результат его порадовал. Всю неделю Наруто тренировался в контроле маны. Он проводил ее через катаны так, чтобы не уходило слишком много, и, как сказал Фариол, пользовался этим только в нужный момент. Теперь он способен направлять ману через свой меч, чтобы увеличить мощность его режущей силы. Он также может посылать волны маны быстрым взмахом своего меча в качестве мощных дальнобойных атак, а также производить ударную волну от его ударов
на перехват вражеским атакам. Наруто сказал Мифуне о том, что он должен уйти. Самурай был шокированным, но Наруто все объяснил и обещал, что вернется. Он стал собираться, надел свою легкую броню, 2 катаны и красный плащ. А также за время пребывания в стране железа Наруто сковал себе металлический свиток из металлических пластин. Свиток тоже магический, так как на нем стоят печати Фариола. И в любой момент времени Наруто мог запечатывать туда все необходимое, даже если размеры не соответствовали свитку, были больше, чем свиток, это не важно. В общем, он накинул этот металлический свиток себе за спину и отправился в путь. Наш герой покинул храм и направился к границе, просто ища безлюдное место. По пути Фариол рассказывал ему про другой мир, он выбрал заснеженную поляну. Наруто и Фариол, совместив силы, создали портал. В портале Наруто увидел роскошный дом. В этом доме находится он. Указал пальцем демон. Хорошо, надеюсь, все получится. Пожелал сам себе удачи Наруто. Я смогу его продержать какое-то время, но тебе лучше не тянуть со знакомством. Сказал Фариол. А ты что ли в этом мире останешься? В недоумении спросил Наруто. Да. Не переживай, мана в тебе с первых дней жизни на этом свете, как я в тебя вселился. И все способности ты можешь использовать, так как часть моей силы навсегда осталась в тебе. Иди уже. Ответил тому Фариол. Наруто вошел в портал. Он оказался на заднем дворе дорогого дома. Он обратил внимание на тренировочные манекены, столбы с мишенями и кунаи, а также небольшие кратеры, чем-то напоминающие взрыв. Наруто снял теплую одежду, поскольку была жаркая погода. Намикадзе помнил, что нужно быть осторожнее, так как неясно, кто там вообще находится. Решив разведать место, он пробрался через окно и, следуя навигатору из манны, направился к цели. Он ощущал предмет своих поисков. Наруто нашел цель на кухне, но тот ли он, кого ищет? Там стоял человек, который что-то усердно готовил, и скорее всего на обед, так как время суток было подходящее для обеда. Человек был одет в фартук и пижаму. Он стоял спиной и, по-видимому, не слышал пробравшегося к нему в особняк нашего героя, так как тот старался быть бесшумным и применил для этого магию. Левитации за счет этого передвижения были абсолютно глухими. И тут в один момент наш герой краем уха обратил внимание, что человек на кухне стал начитывать себе под нос строчки какого-то стихотворения. Быть может зло, быть может нет, в ночи сияет яркий свет. Да, мне все средства хороши, но это свет моей души. Во мне закат, во мне рассвет. Он не подвластен ходу лет. И тут произошла пауза. Человек на кухне повернул голову в бок и одним глазом поймал взор нашего удивленного героя, который резко изменился в лице. Огня, безудержный порыв. Мое искусство – это взрыв! Наруто хотел что-то сказать, но неожиданно тот развернулся и выбросил в него 5 мини-сюрикенов белого цвета. Как только цель достигла уровня головы Наруто, «Кац!» – произнес неизвестный, и произошел мини-взрыв. Но Наруто он не задел, так как тот резко применил силу барьера, и весь взрыв был поглощен. Но не успел дым развеяться до конца, человек, напавший первым, переместился с невероятной скоростью к Наруто, и пошел бой в тайдзюцу. Намикадзе распечатал катаны и оборонялся с помощью катан, стараясь отражать удары, ведь уровень владения мечом был намного выше, чем его уровень тайдзюцу. Человек, который, по-видимому, и есть тот самый, уже стал набирать обороты и конкретно наносить урон Наруто. «Стой! Я не драться пришел! Силовой толчок!» И с помощью маны и слов человека резко отбросило в ближайшую стену. Он не успел среагировать, ведь техника была использована вообще без какой-либо подготовки, что очень удивило того, и он остановился, встал, отряхнулся и решил выслушать незваного гостя. «Тогда ответь мне, зачем ты вломился в мой дом? Ты знаешь, кто я? Тебе что, жить надоело?» Задал вопрос предполагаемый герой этого мира. «Послушай», – попытался сказать Наруто Намикадзе. «Курама, проверь этого человека», – сказал другой Наруто мысленно. Уже. Я не чувствую от него злых намерений, поэтому тебе лучше выслушать его и выяснить, зачем он пришел к тебе.
сказал Курама. «Спасибо, Ку», – поблагодарил Узумаки. «Кто ты?» – спросил он же. «Я Наруто Намикадзе, но я из другого мира». «Что? Как? Наруто тоже?» – удивился другой блондин. Он говорит правду. Сказал Курама в удивлении. «Значит, ты – это я из другого мира, так зачем ты ко мне пришел?» Примерно осознав, кто он, задал вопрос взрывной Наруто. «А как тебя зовут?» – спросил наш герой. «Меня Наруто Узумаки». Вот значит как. Наруто подмечает свое сходство с двойником, но тот, правда, был постарше. «Так кто ты?» – спросил Узумаки. «Повторяю, я Наруто Намикадзе, и я из другого мира. Пришел в ваш, потому что мне нужна твоя помощь». «А, ты пришел за помощью. И что у вас там случилось?» Ответил уже успокоившийся Узумаки. Наруто направил манну в руку. «Можно? Я покажу». Спросил намеком дотронуться до головы Узумаки Наруто Намикадзе. Если это не больно, то показывай. И Наруто Намикадзе коснулся лба своего двойника. Он передал всю информацию про его мир и нашествие демонов буквально за несколько секунд. Понятно, получается, вас хотят уничтожить. Но я тут при чем? Своих проблем по горло, и когда была 4-я мировая война, я никого не просил о помощи и сам спас мир. А тут я из другого мира не может его спасти. Какой позор! Ты не понимаешь. Акатски из твоего мира никто по сравнению с демоническими Акатски из моего. В нашем мире в каждого члена организации вселились сильнейшие демоны армии Данталиана. Их способности, силы и возможности вдвое превышают возможности человека. И если Данталиан захватит наш мир, он разрушит и устроит ад на земле. А потом он переключится на ваш. Так что это вас тоже коснется, но позже. А я предлагаю устранить проблему на корню и вместе. А иначе ты не справишься в одиночку с ним. Пояснил Наруто Намикадзе. «А кто сказал, что я один? У меня есть брат и друг». Ответил упертый Узумаки. «Поздравляю, а у меня только друг, вон, демон. Я прошу тебя о помощи, больше мне просить не у кого. В моем мире нет сильных шиноби, которые могут помочь мне, поэтому я обращаюсь к тебе. В этом мире, я как понял, ты сильнейший». Узумаки Наруто начал думать. Он захотел помочь самому себе из другого мира. Это отличная возможность, так как он после вручения титула бога Шиноби не сражался всерьез и хотел реального боя. И если не решить проблему, то рано или поздно что-то подобное произойдет в его мире. Ну так что, ты поможешь мне? Наруто Узумаки. Протянув сжатый кулак вперед, задал вопрос Наруто Намикадзе, в его глазах отражалась надежда. Надежда на помощь со стороны человека, стоящего напротив него. Ладно, ты меня убедил, братишка из противоположного мира. Я готов помочь тебе. Но у меня будет небольшое условие. Со мной отправится еще один человек из этого мира. И с ним мы продемонстрируем настоящее искусство. Я уверен, никто подобного в вашем мире еще не видел. Хорошо, я доверяю тебе. Нужен напарник? Бери, не проблема. Но у нас не так много времени, поэтому прошу вас как можно быстрее приготовиться к отправке. Раз ты согласен на мои условия, тогда Парука, считай, тебе уже не о чем беспокоиться, ведь мы с моим братишкой Дейдарой разнесем в клочья ваших демонов и поможем тебе спасти твой мир. Протянул навстречу своему двойнику из соседнего мира и свой кулак Узумаки, при этом покрывшись чакрой Биджу и активировав риниганы в своих глазах, отчего шокировал стоящего напротив нашего героя Наруто Намикадзе и одновременно впитал в него своим внушающим видом и аурой надежду на то, что предсказания Фариола окажутся истиной, и вместе они точно смогут спасти мир. Продолжение следует. Конец первого сезона. Продолжение 8 главы первого сезона под названием «Новый союзник». Узумаки вышел из дома. Спустя какое-то время он наконец приходит с ним. Наруто замечает, что они очень похожи. Длинные светлые волосы, где одна часть сплетенная в хвост на затылке, а другая часть волос свободна. Челка у обоих с разной стороны. «Привет», – поздоровался Наруто из нашего мира.
Привет. А ты и вправду Наруто, только из другого мира. Можешь мне все рассказать? Наруто концентрирует ману в руке и касается его лба. Он передал всю необходимую информацию. Дейдара переваривал это все в голове. Получается, что нам может грозить конец и нашего мира. За это они познают мое искусство, сказал Дейдара. Так, получается, вы готовы уже? Задал вопрос Намикадзе Наруто. Да, когда будем выдвигаться в твой мир? Спросил взрывной Наруто. Прямо сейчас. Тогда мне нужно взять с собой оружие, предупредить жену с детьми. Сказал Узумаки. И мне, подхватил Дейдара. К сожалению, мой друг демон не может долго держать портал. Вам придется поспешить. Берите все необходимое и вперед. Эй, подожди немного. Другой Наруто на всей скорости помчался в дом брата. Взял подсумки с глиной и боевую форму шиноби, среди которых был белый плащ с пламенем внизу, а на плаще были иероглифы, взрывной блондин и прочие вещи брата. Взяв все необходимое, он вернулся. Передал все Дейдаре, а тот начал одеваться. Другой Наруто тоже одел жилет Джоунина, на котором был свиток с 6 телами Пейна. Он надел такой же плащ, как и у Дейдары, но только оранжевый. Взял все 6 катан и сумки с глиной. Он вернулся на кухню, где уже готовы Дейдара и Наруто ждали его. Оденьтесь потеплее, мы сейчас окажемся в стране железа, где нам устроят горячий прием. Там холодно. Да не страшно это она, меня больше интересует вопрос, когда мы вернемся, спросил Узумаки. Порталы в другую реальность устроены так, что как только кто-то входит в него, он там может хоть 10 лет провести и вернется, а в его мире это выглядит как будто он вошел в портал и буквально через 10 минут вышел. Но только если 10 лет пробудешь в моем мире, то ты вернешься таким же, каким стал за эти 10 лет. Внешность не останется прежней, и ты постареешь, а так никто не заметит вашего отсутствия, объяснил Наруто демон слов. Тогда погнали, сказал Дейдара. Ну что, повзрываем, братик? Задорно произнес Узумаки. Они познают наше искусство, братишка, ответил ему Дейдара. И они отправились на задний двор. Скорее! Крикнул очень уставший Фариол. Все в последний момент запрыгнули в портал, и он закрылся. Фариол вернулся в Наруто и принялся восстанавливать силы, так как хоть он и может покидать тело Наруто, но без него силы он восстановить не сможет. Другими словами, если он выйдет с полным запасом маны, он сможет ее тратить, но восстанавливаться она будет только внутри сосуда. Глава 9. Демоническое искусство. Как только все трое встали и отряхнулись от снега, слушайте меня, сейчас мы должны отправиться на помощь моей сестре. Она Джинчурики Светлого Девятихвостого, и сейчас она сражается с демоническими Акацки. Я чувствую это. Если ее захватят, наши шансы на победу уменьшатся в разы. Что? То есть ты не Джинчурики здесь? Удивился другой Наруто. Нет, но у меня есть демон, который является мне другом. Сейчас не это главное, у нас нет времени обсуждать это, позже сами все поймете. Ладно, потом поговорим, сказал другой Наруто. Все почувствовали в этот момент всплеск чакры Кьюби. Они на всей скорости рванули в сторону всплеска чакры. Прошло 10 минут. Они были на незаснеженной территории страны железа и наблюдали такую картину. Шикамару укрылся за грудой плит и пытается придумать план. Асума и Какаши сражаются с куклой Сосори, а именно с третьим Казыкаги, Наями, покрытой чакрой Лиса, с 3 хвостами и сражается с Дейдарой. Кушина пытается успокоить Девятихвостого в Наями. Наруто Намикадзе почувствовал сильную чужеродную ману. Все трое без промедления ринулись в бой. Флэшбэк. Чуть ранее, до момента выдвижения на миссию. Как ты думаешь, где может быть Нару-кун, мам? Спросила Наями. Не знаю, за 5 лет его никто не нашел. Скорее всего, он сейчас находится в какой-нибудь стране под другим именем и работает шиноби. Но если мы его встретим, я его узнаю. В этом я уверена. Ответила Кушина. Тогда нам придется весь мир обследовать. Как же это геморно. Зачем я только согласился на это? Начал, как обычно, свое фирменное нытье Шикамару. Поздно, ответил Асума Сарутоби. Умеете подбодрить, Асума-сенсей, ответил Нара. А Какаши идет и читает любимую книжку извращенного отшельника Джираи, написанную для таких же любителей чего-то непристойного. «Приди, приди, тактика». Первая страна, с которой они решили начать поиски, была
Страна рисовых полей. Пояснение. Орочимару не покидал Коноху, он медик как и Цунада, поэтому он не переименовывал страну и не основывал селение звука. Также клан Учиха не вырезан. Это значит, что Итачи и Саски спокойно проживают в Конохе. Они начали с этой страны, так как она была ближе всего. Страна рисовых полей оказалась довольно красивой. Обследовали они ее за 5 дней, потому что страна маленькая. Не найдя никаких сведений о старшем ребенке Хокаге, они отправились в соседнюю страну, страну железа. Приодевшись потеплее, они отправились в храм, где будущие самураи оттачивают мастерство кендзюцу. Мифуна, как всегда, не сдавал Наруто. Тем более, он и сам теперь не знает, где находится его лучший ученик. Извинившись за украденное время, они удалились. Решили посетить следующую страну. Страну водопада. Они были у границы страны железа и водопада, где уже нет снега и климат потеплей. Но тут они встретили 2 шиноби, которые преградили им дорогу. Это были Акацки в своих фирменных плащах, Цукури Дейдара и Асунано Сасори. Внутри своей марионетки Хируко. Небольшая предыстория. Как только Данталиан и его армия оказались в мире шиноби, они принялись искать себе сосуды, как и Фариол в свое время. И как ни странно, нашли Акацки. Данталиан переговорил со всеми, в то время пока они спали. Демоны пробудили их из сна и собрали в одном месте. В месте духовного мира. Данталиан пугал своей внешностью, но переговорив с ними, они пришли к взаимному согласию, ведь Акацки хотят погрузить весь мир в вечную Цукиёми, чтобы достичь мира. А демоны, подумав, решили, что это отличная возможность, ведь тем самым они вытянут чакру из людей, превратят ее в ману, да, это возможно сделать, и станут всемогущими, а потом захватят и мир. Они решили помочь Акацки. Сильнейшие и преданные демоны из армии поселились в каждого члена организации: Дейдару, Сасори, Тоби, Конан, Нагата, Кисаме, Какузу, Хидан, Зетсу, даруя им силу демонов, тем самым не только усилив их способности, но и даровали подходящие каждому из Акацки новые способности. Армия Данталиана была огромна и различных сил предостаточно, поэтому нашлись такие способности, которые чем-то напоминают способности Акацки, чем дополняли и усиляли их. И ведь каждая из сторон думала, что использует другого до поры до времени. Акацки будут пользоваться силой демонов, а сами демоны после выполнения плана Глаз Луны уничтожат их души и будут пользоваться их телами и силой. В других сильнейших шиноби или каги демоны решили не вселяться, так как есть риск, что получат ответный удар от великих деревень. Все же один демон не победит скрытую деревню в одиночку. Теперь Акацки выглядят так. Полностью красные глаза. Чакра смешалась с маной. Что касается всей армии демонов, оставшуюся армию Данталиан решил пока оставить в духовном мире. Конец предыстории. «Наконец-то мы вас догнали», — сказал демоническим голосом Сасори. «Девятихвостый, ты пойдешь с нами», — сказал таким же голосом Дейдара. Ну уж нет, я столько тренировалась не для того, чтобы проиграть вам, выродкам. Разозлилась Наями. Все приготовились к бою. Отряд начал метать кунай, но кукловод легко отбивал их металлическим хвостом Хируко. «Я беру на себя Девятихвостого, а ты остальных», — сказал Дейдара демоническим голосом. «Только побыстрее, я ненавижу ждать, ты же знаешь», — сказал ему в ответ Сасори. «Как скажете, Сасори-сан». Дейдара знал все о Джинчурике, в том числе, что есть еще один, и что с Наями рядом кровавая Хабанера, которая для нее мать. Он мгновенно продумывает план. Обезвредить Кушину и захватить. Использовать Кунаичи как приманку для Наями. Увести ее подальше, чтобы никто не помог. И также легко захватить главную цель. Главный изъян плана состоял в том, чтобы никто не помешал Дейдаре. Если Сасори не расправится с остальными, план полетит к чертям. Он сделал глиняную птицу. Взлетел и окинул глиняных блох, которые прицепились к Кушине. Сасори сорвал маску и начал стрелять отравленными иглами. Все стали уворачиваться. «Стихия земли! Стена из грязи!» произнес тут же Какаши и, сложив печати, послал поток чакры в землю, где образовалась стена. Все укрылись за ней. Сасори решил использовать свою любимую куклу третьего Кадзикаги, Кушина. Попыталась разрубить его цепями, но... Взрыв!
крикнул Дейдара, складывая печать концентрации. Кушину сильно откинуло от взрыва из глиняных блох. Из-за демона любые техники Дейдары были в разы мощней. Она потеряла сознание. Дейдара не стал медлить, и птица поглотила ее, держа в клюве. Наями была в бешенстве, Кьюби внутри лишь злобно улыбался. Ее покрыла красной чакрой и появился один хвост. Дейдара, лишь улыбнувшись на это, начал улетать. Не сбежишь, я тебе этого не прощу. Крикнула Наями и побежала за ним. «Давай, девятихвостый, за мной!» – проговорил с ухмылкой Дейдара, чувствуя, как его план приходит в действие. Дейдара увел ее на 500 метров подальше, приземлился и создал глиняных големов. Те побежали навстречу Наями, а та просто-напросто на всей скорости снесла их. Взрыв! Покров защищает Наями. Дейдара тем временем заминировал поле, создав подземных жучков. «Сейчас начнется самое интересное», – произнес про себя Дейдара. Дейдара встал на птицу. Наями бегала на четвереньках, и тут пронеслась ударная волна от чакры Лиса. Наями просто использовала чакру для защиты от бомб Дейдары. Случился взрыв невиданной мощи. Дейдару отбросила прямо на поле боя Сосори и отряда. Кушина очнулась и освободилась от хватки птицы. Она увидела, что Наями бежит за Акацки, и ее покрывает чакра Лиса с 3 хвостами. Кушина ринулась за ними, чтобы успокоить дочь, пока еще не поздно. Тем временем дела у отряда, который противостоял Сосори, складывался следующим образом. Кукла подняла руки, и открылись лопасти с печатями, откуда вылезли множество марионеточных рук. Какаши применил свой райкири для того, чтобы отрубать им конечности. Асума тоже не стоял в стороне, он напитал свои кастеты чакрой ветра и помогал Какаши. Шикамару анализировал противника и выискивал слабые места. Когда руки схватили Какаши и Асуму, Сосори пустил ядовитый газ. Какаши использовал взрывную печать, чтобы защититься от газа и освободиться с помощью райкири. Он помог Асуме. Шикамару пытался захватить Сосори тенью, но не получалось, потому что кукловода вообще никак не тормозили тени. Тут Сосори замечает, что Дейдара падает. Он убирает оружие третьего и хватает напарника куклой. Тот мягко приземляется в обнимку с третьим. «Спасибо, Сосори-сан», – поблагодарил Дейдара. Тут на него буквально летит Наями, но ее останавливают цепи Кушины. Наями, пожалуйста, успокойся. Обеспокоенно обратилась к Наями Кушина. Дейдара попытался создать глиняных драконов, которые полетят на каждого отряда Канохи, но как вдруг перед лицом появляется нога и со всего размаха впечатывается ему в голову, тем самым впоследствии отбрасывает на несколько метров назад. Это был другой Дейдара, вовремя сделавший ход. Наруто Узумаки тем временем складывает печати поглощения и снимает покров Лиса с Наями. Наруто Намикадзе создает теневых клонов. Клоны создают барьер вокруг отряда Канохи. «Восстановление!» – сказал Намикадзе, и Асума, Какаши, Кушина, Шикамару и Наями засветились на момент зеленой аурой, и все ссадины, ушибы и раны исчезли. Наруто потратил на это немало маны. Теперь Дейдара, Наруто Узумаки и Наруто Намикадзе встали напротив демонического Дейдары и демонического Сосори. Оба Дейдары смотрят друг на друга и, мягко говоря, охеревают. Акацки подумали, что это гензюцу, и пытались снять, но ничего не изменилось. «Кто вы? И почему вы так похожи на меня?» спросил демонический Дейдара, указывая на взрывных блондинов, а другой Дейдара про себя думал. «Да, какой же мой двойник отбитый здесь». «Слушайте, если вы по-хорошему не дадите нам джинчурики, вы тоже умрете», – угрожающе сказал Сосори. «Не дождешься», – сказал в ответ ему Намикадзе. «Может, начнем уже, а то языками чесать все умеют», – с нетерпением сказал взрывной блондин Наруто Узумаки. «Я беру на себя своего двойника. Это будет сложно, но искусство требует искать ситуации все более и более сложные, иначе способность ценить такие моменты угаснет», – высказал Дейдара. «Я с тобой, брат. Покажем ему, что такое искусство». Ответил Узумаки. «Наруто, я напомню тебе силы и способности Сосори, так как я когда-то состоял в Акацки. Сосори мастер-кукловод. Свои марионетки он считает искусством и всегда втирал мне, что искусство – это вечная красота.
Чего? Какая еще вечная красота? Возмутился Узумаки. Я тоже всегда говорю, что он втирает мне какую-то дичь. Поддержал своих противников, демонический Дейдара. Давай короче, перебил Намикадзе. Тот, кого ты видишь сейчас, указывает на Сосори, это кукла. Сосори находится внутри. Дальние атаки бесполезны. Его любимая марионетка это третий Кадзикаги. Каждая часть кукол это оружие. Все лезвия, которые ты увидишь, отравлены. Главный козырь это железный песок третьего. Причем отравленный. Если хоть одна песчинка на тебя попадет, то тебе конец. На третьей мировой получил прозвище Сосори Красного Песка, потому что в одиночку завалил армию своими куклами, и песок становился красным от крови. Я не знаю всех тонкостей, но теперь я передал тебе все, что знаю. По правде, он сильнее меня. Учитывая еще и демона, шансы невелики, рассказал Дейдара, взрывной блондин. Это полезная информация, ответил Намикадзе. А сейчас протяните мне ваши руки. Блондины удивились странной просьбе Намикадзе, но без промедления выполнили требования. Наруто передал им часть своей маны, потому что чакра против демонов бесполезна. Ого, это что-то новое. Я чувствую какую-то странную силу, сказал взрывной блондин Дейдара. И я тоже, подметил Узумаки. Далее взрывные блондины создали себе птиц и взлетели. Демонический Дейдара удивился и решил без промедления тоже запрыгнуть на птицу и наконец сразиться с ними. Сейчас начнется самое интересное. И тоже призвал птицу и взлетел. Ну что, Сосори, может, уже начнешь свой кукольный театр? Стал провоцировать Намикадзе. Ну все, сопляк, тебе не жить. Поразился наглостью Наруто кукловод. Отряд, находясь под барьером, наблюдал за действиями блондинов. Наями смотрела за старшим братом, как и Кушина. Наруто был точной копией отца. Она смотрела на его спину. От него веяло силой. Кушина тоже это чувствовала. У нее по щекам лились слезы. Ведь когда Наруто просил ее о тренировке, она отказывала, так как думала, под непонятным ненарочным внушением со стороны Минато, что он неисправимый слабак и ни на что не годен. И невольно не замечала его. А сейчас он стоит там на поле боя и защищает всех. Как же она жалеет, что так относилась к нему и думала только о Минме и Наяме. Наяме встала и попыталась подбежать к брату, но мешал барьер, который защищает от любых атак. Наяме попыталась снять его, но не получалось, так как барьер состоит из маны и снять его может только обладатель маны. Наяме начала плакать, ведь опять ее защищает Наруто, а она ничего не может сделать. Шикамару, Асума и Какаши были в шоке от неожиданной помощи, но они не распознали Наруто и других блондинов в плащах, отдаленно похожих на плащ четвертого. Но на одежде было написано «взрывной блондин». Что это значит, никто не понимал. Сосори попытался запугать Намикадзе и призвал 1000 марионеток. Наруто слегка был шокирован от увиденного, но после быстро сконцентрировался на предстоящем бое и обнажил катаны, провел ману и резко, без предупреждения, послал режущую волну взмахом катаны. Это уничтожило в щепки 40 кукол. Дальше он побежал на всей скорости и разрубал марионетки одну за другой. И когда он уничтожил последнюю куклу Сосори, с появившейся заинтересованностью в глазах произнес: «А ты не так уж и жалок, но тебе сейчас придется умереть. И в награду за бой я сделаю из твоего тела марионетку». Сосори начал использовать железный песок третьего. «Барьер!» произнес и использовал свой щит Намикадзе. Управляемый железный песок, столкнувшись с барьером, рассыпался, а половина просто растворилась. «Это чё за херня, гаденыш?» спросил пораженный увиденным Сосори. «Стихия воды, цунами!» И весь песок размыло. Теперь управлять им было невозможно. Сосори начал нервничать и на третьем использовал пилу, а также все возможные лезвия куклы. Сосори является высококвалифицированным шиноби, способным быстро определить силу противника и методы сражения. Он понял, что обычными методами его не убить. «Раз так, то тебе придется умереть быстро», произнес кукольник.
и все куклы, которых Наруто выкосил, восстановились. Град копий! И 200 кукол тут же прибились к земле. Таким образом он прибил всех. Он создал клона и скрылся. Клон уничтожил главную куклу нефритовым Расенганом из маны. Благодаря тренировкам Мифуны ему удавалось уклоняться от лезвий. Далее, когда кукла третьего восстановилась, Наруто решил таким же способом прибить и ее к земле, а оригинал в это время отрезал металлический хвост Хируко и разбил куклу Расенгана, вновь используя слова для нейтрализации восстановления куклы. Не думал, что на свете есть такие сильные шиноби, которые способны заставить меня использовать себя. И Сасори снял свой плащ Акацуки. Наруто смотрел и не верил своим глазам. Он не был похож на человека, его тело было похоже на куклу. Также он приметил сердцевину, ядро живой плоти. Если его догадки были верны, то ядро – это его слабость. Он решил проткнуть его катаной. Наруто знал, что ману он почти что полностью израсходовал. Неожиданно его рука и ноги стали двигаться сами по себе. «Ну что, не ожидал такого поворота?» – произнес победоносно Сасори. Сасори использовал нити маны. Ослабленного Наруто он может контролировать, но клон Наруто, который нейтрализовал третьего Казекаги, никуда не испарился, а Сасори сосредоточил внимание на оригинале. Оригинал в это время посылал своему клону информацию, и тот, воспользовавшись моментом, незаметно сблизился с кукольником и, неожиданно для того, проткнул сердцевину Сасори катаной. «Ну вот и все», – произнес Намикадзе и совершенно спокойно по-самурайски присел в позу сейза. Сейза – это такая самурайская поза, сидя, позволяющая медитировать и в нужном направлении концентрировать свой разум. Таким образом, он решил немного передохнуть и восстановить столько маны, сколько получится за это время. Притом он совсем забыл про отряд, находившийся позади него. Мысли Наруто. Проклятие. Я еле-еле справился с одним из них, а вскоре таких будет целая армия. Я все еще слаб. Нужно как можно скорее перейти к тренировкам с богом смерти. Главное дожить до этого момента. Тем временем у взрывных блондинов назревало свое шоу. Наруто Узумаки решил биться, используя только Бакутон, так как это было в его личных интересах. Если не выйдет, то ничего страшного, так как в запасе у него еще много других козырей присутствовало. Итак, нам известно, что их обычной чакрой не одолеть, поэтому с нами поделились маной, которая ограничена. И поэтому, слушай меня, братец Дейдара. Нам нужно хорошо продумать свой план действий по ходу движения, так как я чувствую, что он вот-вот начнет первую свою атаку, и в то же время мы должны успеть показать настоящее шоу, и при этом не задеть тех, кто находится под нами. Начал размышлять вслух Узумаки. Ты прав, мне уже не терпится приступить к делу, подхватил того Дейдара. Он наступает, подметил Узумаки, обратив внимание на то, что демонический Дейдара засунул руки в подсумки. Сразу стало понятно зачем. И тут, ожидаемо, демонический Дейдара делает свой ход. Он выкинул 3 глиняных птичек, похожих на колибри, которые на огромной скорости летели во взрывных блондинов. И не долетев до них, те вспыхнули. Но взрыва не было. Как ни странно, вместо взрыва произошла вспышка, и тучи из дыма застилали весь обзор в небе. Наруто пришлось активировать Риниган для того, чтобы понять, что происходит. «Эй, что там, братец?» Из тучи дыма задал вопрос Дейдара. «Это... Прыгай с птицы, брат! Сейчас же!» – прокричал в ответ Узумаки и сам, развеяв свою, полетел вниз с неба. Брат Дейдара также моментально среагировал и, доверившись Наруто, летел параллельно ему вниз. Они создали в воздухе новых птиц. Демонический Дейдара остался в тучах дыма, паря выше них. Дело в том, что Узумаки увидел огромнейшего глиняного дракона, который летел на них. Там был очень огромный дракон, и он... Не успел договорить Узумаки, как вдруг они услышали небольшой взрыв над ними. И огромный дракон, который летел на них, рассыпался на миллионы взрывных пауков, которые устроили взрывной дождь. «Взрыв!» прозвучало сверху, и все пауки стали взрываться. Наруто Намикадзе только хотел вмешаться, как увидел, что взрывные блондины взялись за дело и создавали больших птиц. Одну за другой, которые врезались в этих пауков, не давая им упасть на землю или задеть тех, кто на земле. Наруто Намикадзе снизу
снизу, на всякий случай создал еще один барьер, защитив и себя от взрывов. И не зря. Примерно 12 штук все же упали на землю и сдетонировали. Но за счет барьеров взрывы были поглощены. Надеюсь, они справятся. У меня не так много сил осталось, и помочь сейчас я еще не готов. Проговорил про себя Наруто, демон слов. Тем временем в небе. Узумаки и его братец Дейдара решили сыграть в паре и создали различные глиняные формы, приготовившись к комбинации взрывных блондинов. «Ну что, брат, готов?» – задал вопрос Наруто. «Всегда готов». И после ответа Дейдары Узумаки выбрасывает 20 глиняных сюрикенов в сторону демонического Дейдары. «Думаете, меня этим взять? Не получится», – проговорил Дейдара, и конец хвоста его птицы превратился в огромное третье крыло и одним взмахом отбросило все сюрикены. «Кац!» – произнес тут же Узумаки, и сюрикены не успели далеко отлететь от птицы Дейдары и взорвались, переградив ему видимость. И далее все в таком же темпе. Их бой проходил таким странным образом. Узумаки повторял одно и то же, перемещаясь с одного места в другое и выкидывая по 20 глиняных сюрикенов каждый раз. Демоническому Дейдаре это надоело, но он не мог предпринять что-то свое, так как Наруто был очень быстрым в небе, и атаки шли одна за другой. А где второй? Пронеслось в мыслях у демонического Дейдара. Эй, посмотри наверх, близняшка! Взрывной блондин Дейдара оказался сверху, и как вдруг... Си-3. Активация! Бомба Си-3 резко увеличилась в размерах над головой у демонического Дейдары. Эту бомбу взрывной блондин Дейдара также пропитал манной, чтобы наверняка сработала бомба. Уже приближалась к демоническому Дейдаре, как тут. Он за секунду без лишних слов покрылся глиной и превратился в облачного змея. И хотел увернуться от Си-3, отлетев подальше, но Узумаки, находившийся снизу, находился там не просто так и не дал тому уйти, поймав того в сети, заряженные молнией. «Кац!» – произнес взрывной блондин Дейдара, и Си-3 рванула, забрав полностью, поглотив взрывным пламенем демонического Дейдару. Взрыв не задел никого снизу, так как те находились высоко в небе, и притом взрывной блондин не создавал такую большую Си-3, какую мог создать, и которая могла бы их всех задеть. «Эй, брат, ты же вроде планировал победить, используя только Бакутон», – сделал замечание Дейдара. «Я признаю, это было труднее, чем я думал, и маны совсем не оставалось. Если бы она кончилась, то мы бы с ним и не справились. И как я понял, по последней твоей атаке ты тоже всю ману на это потратил», – ответил и тут же задал вопрос Наруто Узумаки. «Да, братец, ты прав», – согласился Дейдара. После тяжелого боя Узумаки и Дейдара спустились на землю. Мана, которую им передал Намикадзе, закончилась полностью. Наруто Намикадзе вспомнил про отряд из Конохи. Он подошел к барьеру и сказал: «Слушайте, я знаю, что вы пришли за мной. Я с вами не пойду. Скоро начнется война. Мне нужно подготовиться. Как и вам. Лучше займитесь своими тренировками, чем моими поисками. Вот он я. Увидели? Теперь можете спокойно отправляться назад в Коноху. Передайте отцу, что в моих планах нет возвращения домой. Даже не пытайтесь меня сейчас переубедить. И не умоляйте, пожалуйста, простить вас. Просто забудьте и поймите, что сейчас так будет лучше». Скребя сердцем, Наруто повернулся спиной к своим родным. Он подошел к блондинам, сел на птицу, к своему двойнику из другого мира, Наруто Узумаки, и сказал: «Полетели. Подальше от этого места, на юг, а там дальше и разберемся». «Хорошо». Узумаки обращается к брату. «Эй, летим на юг». Тот кивнул согласием в знак понимания, и они взлетели. Наруто развеял клонов, которые поддерживали барьер, и барьер спал. Весь отряд Конохи был в шоке. Что еще за война? Задумалась мужская часть команды. Акушина с дочкой плакали после услышанных слов Наруто, так как их отношение давно к нему изменилось, но было уже поздно. Они решили вернуться в деревню и доложить обо всем. Глава 10. Важный разговор. Летели они долго, пролетели страну огня и приземлились на границе страны реки и страны ветра. Было абсолютно безлюдно, даже птицы не пели. Наруто Намикадзе решил, что это подходящее место для откровенного разговора с двумя братьями.
У нас есть время, давайте теперь познакомимся поближе, сказал Намикадзе. Конечно, давай, нам интересно узнать больше о твоем мире, сказал Дейдара. Хорошо, тогда я начну сначала. Мои родители – это Минато Намикадзе, 4-й нынешний Хокаге, и Кушина Узумаки. Но на самом деле это не имеет значения, ведь все равно я был одинок. Что случилось? Неужели тебя бросили в приют? Спросил Узумаки. Нет, не бросили. Я все так же являлся членом семьи, и лучше бы меня просто бросили в приют. Но меня решили просто не замечать и забыть, будто я пустое место. У меня есть брат и сестра. Сестру вы уже видели. Их зовут Менма и Наями Намикадзе. Они оба Джинчурики Девятихвостого. Что? Как это? 2 Джинчурики Курамы? Удивился Узумаки. Лиса разделил на 2 части 3-й Хокаге. При запечатывании светлая часть Лиса в Наяме, а темная часть в Менме. Мне было 2 года, когда это случилось, 10 октября. С тех пор они считаются героями Канохи, которые сдерживают Кьюби. Все внимание родителей было на них, а меня они не замечали. Я был пятном на репутации 4-го Хокаге, и все считали меня слабаком и неудачником, так как я не раз слышал подобного рода высказывания обо мне. Жители нередко пытались издеваться надо мной, а Хокаге и Кушине было все равно. Менма и Наями – это эгоисты, привыкшие быть в центре внимания, но вскоре на них напал Данза с корнем. И я убил старика. Я защитил Менму и Наями, как бы они ко мне не относились. Я не мог поступить иначе. А потом сбежал из деревни. Дальше я 5 лет обучался кензюцу, умифуне и силе демона. Продолжил рассказ Намикадзе. А вот о демоне можно и поподробнее, попросил Узумаки. Да, конечно. Когда родились любимцы Хокаге, в меня вселился демон слов по имени Фариол. Он прибыл из ада, и из-за него у меня нет чакры, но есть мана, это магическая энергия демона. Она, представляете, в 2 раза мощнее чакры, и вдобавок мне досталась его сила демона слов. Я ничуть не жалею об этом. Мне даже не нужно складывать печати для того, чтобы пользоваться техниками. Все, что я скажу, просто-напросто материализируется. Но нужно знать, как работает техника и иметь представление о ней в голове. Я подружился с Фариолом, и он стал мне лучшим другом. Довольно-таки непросто все у тебя, но я тебя понимаю, сказал Узумаки. А теперь, если не сложно, то расскажите о себе, попросил Намикадзе. Наруто Узумаки и Дейдара рассказали историю о себе. Намикадзе было очень интересно их слушать, и в начале, когда Наруто Узумаки рассказывал о своем детстве, Намикадзе был шокирован. Его презирали и ненавидели еще больше. Если вы не знаете историю взрывных блондинов, то напоминаю вам ознакомиться с сюжетом Наруто, Повелитель Взрыва, у меня на канале. Когда они закончили рассказывать свою увлекательную историю, Наруто, демон слов, спросил: «Почему вас назвали взрывными блондинами? Вы скорее безбашенные», – подметил Намикадзе. «Так нас прозвали, и нам это нравится. Кстати, малец, хотел задать один вопрос. А ты знаешь, что такое настоящее искусство?» – спросил Дейдара. Я никогда не задумывался над этим. Наверное, это... Хотя я читал в книге, что искусство – это как бы культурная деятельность того или иного селения, народа, я не знаю, как объяснить. Вроде как отдельно взятого человека. Оно существует для того, чтобы через художественные образы помочь человеку познать окружающий вокруг него мир. Кроме того, искусством вроде как называют наивысшую степень мастерства, если я не ошибаюсь. Запинавшись, пытался пересказать вычитанное где-то определение Намикадзе. «Эй, братец, ну-ка, скажи ему», – насмехнулся Наруто Узумаки. Запомни, в первую очередь искусство – это красота последнего момента, то, что расцветает на миг, перед тем, как завянуть, преподнес Дейдара. Поэтому искусство – это взрыв! Подхватил с радостью Узумаки, будто какой-то фанатик, хотя они оба такими и являлись. Наруто Намикадзе смотрел на них и думал: они странные и одержимы своим искусством. Неужели других Наруто нельзя было найти? Фариол.
Они долго разговаривали, рассказывали друг о друге все. Затем Наруто Узумаки рассказал о вручении титула бога шиноби. А дальше нас с братом назвали героями 4-й войны. А я получил статус бога шиноби, и мы поселились в Канохе. Ну а потом Дейдара нашел свою нынешнюю жену, Конан. Вскоре они стали встречаться, через год знакомства поженились. А дальше Дейдарыч стал отцом. Начал Наруто Узумаки. Да, у меня появилась Акина. Это что-то. Ей пока только 3 года, и она уже читает о чакре и о техниках. Характером пошла в меня, а лицом в Конан. Она очень на меня похожа. Как же я люблю Акину и Конан. Они мое все. Если с ними что-нибудь случится, я взорву все нахрен, сказал Дейдара одержимым взглядом. Это, братец, не обижайся, но ты стал каким-то спокойным, без той харизмы и огня в глазах. Раньше ты был очень амбициозным, готов был на все ради искусства, а теперь, произнес Узумаки, скорчив недовольное лицо. Ой-ой-ой, кто бы говорил, ты тоже изменился, Наруто. Когда ты вернулся в деревню, ты стал встречаться с Цунадо, и тоже харизмой. Потух, ответил Дейдара своему брату, скорчив рожу. Ну, просто она мне очень нравилась, и она была одинокой женщиной. Короче, продолжает рассказывать двойнику. Я любил ее, и мы ходили на свидание. А потом она стала Хокаге. Помню, как на ее день рождения я подарил ей печать омоложения, чтобы она всегда была молодой и не тратила на это чакру. Я очень ее любил и поддерживал. Затем мы поженились, и она родила мне мальчиков-близнецов, Такаши и Кенджи. Цунадо всегда приходит домой уставшей, а я как могу ее поддерживаю. И мне приходится заниматься домашними хлопотами. Да еще вечно кричащие, бегающие и прыгающие дети. Они очень похожи на меня. Я горжусь ими. Сказал спокойным и счастливым голосом Узумаки. Сейчас они, скорее всего, гуляют на улице в центре деревни с Цунадой, которая взяла отгул на неделю, чтобы побыть с детьми. А Конан, похоже, тоже с Акиной гуляют, да? Спросил Узумаки Дейдару. Да, ведь они прекрасно сдружились. Дейдара обращается к Наруто Намикадзе. Эй, повезло, что ты нашел нас именно в то время, когда нас никто не мог остановить. Ну слушайте, это было увлекательно. Но теперь вы понимаете, что все самое дорогое, что у вас есть, может отобрать этот демон, Данталиан. Нам нужно обязательно одержать победу в этой битве, по-другому просто быть не может, сказал Намикадзе. Ой-ой, наше искусство навсегда уничтожит этого демона, сказал Дейдара. Не будьте так самоуверены, без маны вы ничего ему не сможете сделать. Чакры здесь недостаточно, поверьте. Если бы я вам не передал часть своей маны, вы бы погибли в битве с демоническим Дейдарой. Какие бы вы тактики против него не применяли, исход был бы один, сказал Намикадзе. Тогда получается, надо как-то овладеть маной. Всегда полагаться на твою мы не можем, сделал вывод Узумаки. Да, я тоже об этом сейчас думаю, но как? Спросил Дейдара. Наруто, я сейчас восстанавливаюсь, но хочу кое-что тебе передать. Вы все вместе можете обучаться у владыки ада, его зовут Сатана, если чё, мане и силе. Если вы станете сильнее демонов, тогда вы сможете сразить этого Данталиана. Произнес Фариол внутри Намикадзе. Да, если так, то это хорошая новость. Но как мы попадем в мир демонов к этому дьяволу? И согласится ли он вообще нас обучать? Спросил, задумавшись, Намикадзе. Согласится. Ему Данталиан очень много проблем принес. Для перемещения тебе и твоим друзьям нужно сложить 66 печатей и послать поток маны в землю. Естественно, ты должен перед складыванием печатей поделиться маной с ними, иначе ничего не сработает. А так, вас там уже ждет сам владыка. Поведал Фариол. Я понял. Обращается к братьям. Слушайте сюда, мы можем стать сильнее и одолеть целую армию демонов, оказывается. Но нам нужно в ад, где нас обучит местный дьявол, так скажем. Что?
Непонимающие задались вопросом оба братьев. Если мы обучимся у владыки ада, мы станем сильнее в разы. Я понимаю, вы и так довольно-таки сильные, но полагаться лишь на мою ману, как вы сами и поняли, у нас долго не получится. Ее просто-напросто не хватит на долгий промежуток времени, но по словам Фариола, если что, это демон, который внутри меня. Так вот, он говорит, что таким образом вы получите доступ к мане, что собственно и необходимо нам, сказал Намикадзе. Тогда чего мы ждем? Скорее совершенствовать наше искусство, произнес Узумаки. Наруто передал тут же часть маны взрывным блондинам, а Фариол приготовился складывать печати. Повторяйте за мной. И Фариол стал складывать печати. Наруто их повторял за Фариолом, а взрывные блондины повторяли за ним. Последняя печать сложена. Подача потока маны в землю. И все в один момент исчезли в дыму. Тем временем поисковой отряд Канохи вернулись в деревню с проваленной миссией. Резиденция Хокаге. «Войдите», – ответил Минато на очередной стук в дверь. «Здравствуйте, Хокаге-сама». Все зашли и поприветствовали главу деревни. «О, хвала небесам, вы живы! Я боялся, что вы повстречаете Акацки. Как я понял, вы его не нашли», – сказал Минато, потому что старшего сына с ними не было. «Все не так просто. Позвольте доложить все, что с нами приключилось на миссии, Хокаге-сама». Обратился к Минато Асума. «Докладывай. Первые 7 дней ничего примечательного. Искали по всем странам и деревням. Попадались разбойники и нукинины. Но потом, когда мы вышли из храма, где обучают будущих самураев кендзюцу в стране железа, мы столкнулись с двумя из Акацки. Как я понял по описанию, это были Цукури Дейдара и Асуна но Сасори, нукинины S+ ранга. Они пришли за вашей дочерью». Хокаге в этот момент сжал кулаки. Мы вступили в бой, но они оказались гораздо сильнее, чем говорится в архивах с их данными. Честно, мы бы проиграли этот бой, но в последний момент появился Наруто с двумя неизвестными нам, по-видимому, шиноби. «Можно поподробнее о тех людях, что были с Наруто?» – спросил Желтая Молния. «Нам известно не так много. Оба блондины, как и Наруто, они очень похожи друг на друга, и, что странно, они похожи на Цукури Дейдаро. Носят одинаковые по структуре, но различающиеся по цвету плащи. Сканзи – взрывной блондин. У них одинаковый стиль боя с Нукинином, и во время боя проявили удивительные способности, но у более молодого чудовищная чакра, и у него определенно есть еще много способностей, которых он не показал. Вообще у этих двоих была просто невероятная чакра, что описать сложно. От молодого чувствовалась сила, равная Каге, а то и более. Я сам в это до сих пор не могу поверить. Но анализировав всю информацию, так и получается. А у Наруто чакру я вообще не почувствовал. Ваш сын закрыл нас каким-то образом в барьере, который был необычным и защищал от любых атак, судя по глиняным бомбам, которые упали с неба. Они взорвались, и барьеру вообще ничего не было. В итоге они уничтожили членов организации и улетели куда-то в неизвестном направлении. Что самое интересное, он излечил все наши раны от боя, всего произнеся одно слово. По-моему, это слово «восстановление». Это какая-то неизвестная сила его слов, продолжил Асума. Ясно, но почему вы меня не призвали? Узнать, кто они такие. Нам нужна вся информация об этих шиноби, приказал Хокаге. Можно я дополню кое-что? Вмешался Хатаки. Да, конечно, Какаши. После того, как они устранили нукининов, ваш сын сказал следующее. И тут копирующего Какаши перебила Наями. Он сказал: «Я знаю, что вы пришли за мной. Я с вами не пойду. Скоро будет война. Мне нужно подготовиться, как и вам. Лучше займитесь тренировками, чем моими поисками. Передайте отцу, что в Каноху возвращаться не планирую. Просто забудьте меня, как вы это делали и раньше». После этих слов она опустила голову. Ее лицо передавало боль. Да. После этого они скрылись, а Наруто развеял клонов, которые сдерживали барьер. После этого мы вернулись в Каноху. Наконец-то закончил Какаши. Хокаге был весь в размышлениях. Хорошо, можете быть свободны. Завтра добудьте мне информацию о тех шиноби. Все начали уходить, но только жена и дочь не сдвинулись с места. Когда дверь захлопнулась... Минато, что нам делать? Он точно не собирается возвращаться. Кушина была в истерике. Наруто-кун вновь нас защитил, а я вновь оказалась слабой. Он вырос и стал еще сильнее. После стольких лет, когда я наконец-то его встретила, я не могла с ним говорить. И
извиниться. Произнесла грустная Наями. Ну, успокойтесь, вам нужно отдохнуть. Я что-нибудь придумаю сейчас, идите домой. Приведите себя в порядок и отдохните, сказал ласковым голосом Минато. Два дорогих ему человека ушли домой, а он остался разбирать бумаги. Он продолжал думать о словах Наруто. Война. Что еще за война? Этот вопрос вертелся в голове Хокаге. Он понимал, что в скором времени случится что-то ужасное. Нужно быть готовым к этому и не выпускать Наями, Кушину и Менму за пределы деревни. В доме Хокаге. Кушина приняла душ и надела блузку без рукавов с высоким воротником и длинное зеленое платье. Стала готовить ужин. Наями просто приняла душ и пошла в свою комнату, где на своей кровати начала реветь подушку, а после так и уснула в слезах. Кушина приготовила вкусный рамен и пошла звать дочку, но когда увидела, что та спит, оставила ее. Был глубокий вечер. Вскоре вернулся Минато. Тот снял с себя плащ, оружие и жилет. Он почувствовал аппетитный запах, от которого проурчало в животе. Зашел на кухню, обнял жену, и они вместе поели, мило побеседовали и ушли спать. Менму в это время выполнял простенькую миссию по сопровождению торгового судна. В общем, ничего особенного. Глава 11. Преисподняя. Наруто и взрывные братья оказались в аду. Там было много пепла, разрушений и странных существ. Рядом с ними оказался сам владыка. Он выглядел очень страшно. Огромные демонические крылья, извилистые рога, красные глаза, огромное количество манны и черное причудливое тело. Он решил поприветствовать званых гостей, прибывших в его измерение, и дьявольским голосом заговорил. Приветствую вас, люди. До меня дошли вести о том, что вы довольно способны и в силах остановить Данталиана. Но в любом случае, какими бы вы ни были для встречи с ним, вы обязаны пройти должную подготовку. Я знаю, что вы уже встретились с одними из его подопечных, по итогу одержав уверенную победу над ними. Но Данталиан совершенно отличается, его слуги – это всего лишь жалкая пыль. Поэтому я решился помочь вам в этом деле. «Ну, здравствуйте, владыка ада», – произнес неуверенно Намикадзе. «Охренеть, как же тут жарко, сказал Узумаки. «Надеюсь, что вам нравится искусство», – сказал Дейдара. Прошло время. Наруто, Узумаки и Дейдари, специальная подготовка и тренировки пошли на пользу, и теперь у них появился бонус в виде манны, который они обрели благодаря владыке ада Сатане. Также они пытались обуздать контроль над манной, но с этим все не так хорошо получалось, как хотелось. Это сам владыка ада и наши герои понимали, так как в Намикадзе Наруто сидит сам демон, обладающий манной с самых пеленок, и они стали, грубо говоря, едины. А вот Узумаки, Наруто и Дейдара лишь за счет тренировок от владыки ада и специальным обрядом обрели ее как дополнительную возможность. Это совершенно отличается от оригинала и контроля такого, как нужно. Они добиться в любом случае не смогут. Единственный плюс это то, что ее будет побольше, чем с ними тогда в бою делился Намикадзе, и они самостоятельно смогут ее внутри себя восстанавливать. Владыка ада сделал еще один не менее весомый вклад и оказал большую помощь, даровав блондинам режим демона. Не то чтобы они становились демонами, конкретно внешние изменения были частичными, и частичный покров, который напитывал усилением их способностей и повышением общих физических характеристик. Далее они вернулись в чистый мир и продолжили свои тренировки с полученными новыми силами и знаниями. Наруто Узумаки в своем мире еще до этих событий научился переключать доудзюцу, что сыграло ему на руку, и он научился призывать Сусана и применять Аматерасу. За счет маны и режима демона этого создать все давалось гораздо проще и быстрее. Единственное, только контроль маны портил все, и мана тратилась очень быстро. Дейдара лишь возвращал себя в форму. Младший блондин Намикадзе поставил печать на сумке с глиной. В печати запечатано огромное количество глины, и Дейдара может распечатать необходимое ему количество. Тем самым он может хоть весь день
взрывать и глина не закончится. Узумаки тоже поставил такую же печать на свои сумки. Также Дейдара научил Узумаки некоторым техникам Бакутона, который Наруто еще не учил. Джибаку Буншин – взрывной клон, созданный Дейдарой техника C3. Глиняный клон съедает некоторое количество глины, после чего распухает и очень мощно взрывается. По сути, мини-версия C0. Также следующая техника – Какура. Наруто будет жевать глину собственным ртом, после чего создаст своего клона высотой более 100 метров, который, рассыпавшись, выпустит огромное облако мельчайших взрывчатых частиц, невидимых глазу. Живые существа вдыхают эти бомбы вместе с воздухом. Они распространяются по всему организму, и после команды Наруто противника разнесет в пыль изнутри. Разрушение на клеточном уровне. Область распространения облака несколько сотен метров. Дейдара и техника C0. Это техника, которая создает огромнейший взрыв, но при этом тот, кто ее применяет, в итоге погибнет. Так вот, он научился использовать ее, не принося себя в жертву, за счет маны создавая глиняного клона, который способен выдавать такую мощность, но мана будет затрачена со 100% до нуля. И в таком случае даже с запасом, что Дейдаре станет плохо, и он, возможно, потеряет сознание после того, как клон активирует этот взрыв. Так что для такого следует быть хорошо подготовленным, но это лучше, чем отдать свою жизнь. Хвостатые звери внутри Узумаки Наруто также стали сильнее за счет маны, которая досталась их Джинчурике. А что же с нашим героем произошло? Сам повелитель научил его режиму демона, при котором силы многократно возрастают. Также Наруто Намикадзе научился чувствовать ману вокруг себя. Тем самым он может предчувствовать демонов и вражескую атаку из маны. Также владыка Ада передал ему книгу заклинаний для его способности силы слов, но она была в ужасном состоянии, поэтому Наруто переписал заклинание в свою специальную записную книжку, так называемую. Наруто научился быстро собирать новое оружие. Любое оружие, которое он найдет, он может запихать в свой железный свиток и быстро распечатать необходимое ему оружие в бою. Также он знает, какое оружие подойдет к любой конкретной ситуации. Наруто тренировался в бою с демонами, которые были верны господину. Также именно так он оттачивал навыки, тренировал тело, чтобы защищаться, не задумываясь. Вместе с этим он тренировал интуицию и укреплял боевой дух. Далее, он также совместно с блондинами переместился в чистый мир обратно. Потренировались они какое-то время, оттачивая новые полученные знания. И после этого Занамикадзе прибыл и взялся за его тренировки наконец-таки сам Шинигами. И он перенес их всех в другое измерение, где никто не сможет помешать. Фариол, в свою же очередь, после прибытия в ад, не отсиделся молча внутри Наруто. Он вышел из тела Наруто и лично извинился перед владыкой за то, что когда-то принял участие в перевороте внутри ада. Владыку ада это не заботило сейчас, и поэтому Фариол был помилован. За все время, проведенное вместе с Наруто, взрывные блондины с ним очень сдружились. Наруто и Фариол смогли подружиться с хвостатыми внутри Узумаки. Шинигами обучил Намикадзе режиму Санина смерти, как и обещал, что далось тому нелегко, и он чуть не лишился своей жизни при обучении этому режиму, даже несмотря на то, что находился под присмотром самого Шинигами. Это было довольно-таки опасно, но он справился. Намикадзе также практиковал духовную энергию в балансе со своим демоном Фариолом, и теперь за счет этого он наконец-таки может видеть своим додзюцу Мирайганом на день вперед, вместо 10, что в разы больше, чем раньше. Но активировать Мирайган такого уровня ему удается только в режиме Санина смерти. Также Наруто может использовать духовную энергию для запечатывания души нечисти. Это одна из основных свойств режима
Санина. В конце обучения Шинигами подарил Намикадзе специальный легкий белый металл, естественно с необычными свойствами, а именно металл способен восстанавливаться при повреждении, когда будет перекован в броню, ибо это заклятие самого Шинигами. Шинигами знал, что Намикадзе искусно владеет мастерством кузнечного дела, и тот оправдал все ожидания. Из этого металла Наруто сделал новые элементы для своей брони. Эту броню теперь может поднять и надеть только Наруто Намикадзе. Шинигами также помогал конструировать перчатки из белого металла для нейтрализации побочного эффекта. Перчатки были по локоть и более гибкие и удобные, чем старые перчатки Наруто. Наруто сделал перчатки не только для себя, но и для братьев, обсудив при этом с Фариолом и Шинигами. Они придумали кое-что, и им удалось создать свойства для специальных перчаток взрывных блондинов. Они сделали так, что теперь за счет них можно лучше контролировать ману, что было главной проблемой двух братьев, ибо в бою их надолго бы не хватило, а перчатки компенсируют этот недостаток настолько, насколько это возможно. Когда Шинигами натаскал блондинов, они решили, что пора, ведь в мире шиноби уже началась война. Об этом они знали, судя по информации, которую сообщал им сам Шинигами. Они полностью вооружились, приготовились, надели плащи и перчатки и наконец отправились в настоящий мир, мир шиноби, который уже находится в опасности, мир, который только они сейчас в силах защитить. Глава 12. Война. В мире шиноби прошел год. Акацки захватили всех Джинчурики, кроме Киллера Би и Менмы с Наями. После того, как Наруто скрылся, Минато отправился в деревню Скрытого Облака, чтобы выяснить, откуда в Конохе тела шиноби Облака. Райкаге, как только узнал про тела, понял, что похищение не удалось, и кто-то смог расправиться с его шиноби из Анбу. При встрече с Минато он соврал, что это были нукинины, и привел в качестве доказательств поддельные документы, которые сделали на случай провала миссии. И конечно же он пообещал 4-му Хокаге, что во всем разберется. Райкаге заключил союзный договор с Цучикаге и все это время наращивал военную мощь для нападения на Коноху. Когда Акацки начали охоту на Джинчурики, Эй стал держать поближе к себе своего брата Киллера Би. Цучикаге был взбешен захватом Джинчурики деревни Скрытого Камня, Хана и Роуши. План был таков: после того, как Ононоки и Эй уничтожат Коноху, они решат вопросы о распоряжении земли и ресурсов. Дальше они решат, что делать с Акацки. Минато договорился с Эем, чтобы его дети пошли учиться контролю своего биджу, а именно девятихвостого лиса у Киллера Би на острове Черепахи. Эй согласился, потому что на самом деле надеялся завладеть и использовать в своих целях девятихвостого. Би поначалу выполнял поставленные цели, но со временем он привязался к Менме и Наяме, чего не рассчитывал Райкаге. Благодаря Би, дети Хокаге смогли овладеть чакрой лиса в бою. Это далось им непросто, но все же они это сделали благодаря Восьмихвостому. Минато планировал забрать детей, когда обучение будет окончено. Райкаге не ожидал такого быстрого перехода Минато. Мысли Райкаге. Видимо, он поставил метки. Чёртова желтая молния, будь ты проклят. Он в спешке приказал брату поставить печати подчинения. Сейчас невыгодно нападать, поэтому надо выждать время. Би, ты должен поставить на них печать подчинения, пока Хокаге не забрал их обратно. Окей, бро. Это несложно и хитро, как обычно, ответил в рифму Би, но на самом деле он не собирался этого делать. Он пошел и просто попрощался с Менмой и Наями и решил, что потом придумать что-нибудь. День нападения. Наями бежала вокруг полигона, занималась физическими упражнениями и оттачивала техники. После этого вместе с братом она осваивала режим девятихвостого. Она упорно трудится, а Менма как-то не особо прилагает усилия. Наями это не понравилось, и у них завязался серьезный спор. Слушай, ты будешь тренироваться всерьез или тебе все равно? Да отстань ты от меня, а тренироваться я могу один. Для чего вообще ты тренируешься? Как для чего? Чтобы стать сильнее и в будущем стать Хокаге. Только это? А как же наш брат Наруто? Что?
Да, пофиг. Он слинял с деревни и живет своей жизнью, и пусть дальше живет. Как ты можешь так говорить о нем? Он же спас нас тогда, когда на нас напали Анбу. Я не помню этого. И Наями дала смачную пощечину брату. Теперь вспомнил? Я тренируюсь не просто, чтобы стать сильной Куноичи. Я хочу вернуть Наруто домой. К сожалению, без силы его не вернешь. Либо он не захочет, либо его будут удерживать против собственной воли. Когда я его увидела год назад, его было не узнать. Сразу было видно, что он не терял зря время, а тренировался и стал сильным. Ты даже рядом с ним не стоишь. Ты думаешь только о себе. Как человек, которому плевать на брата, может править деревней? Хокаге – это не только самый сильный шиноби в деревне, но и самый мудрый и, главное, ответственный. Он отвечает за каждого жителя Конохи, а ты безответственный эгоист, теряющий время на веселье с друзьями, вместо того, чтобы совершенствоваться. Если ты не возьмешься за ум, то грош цена такому Хокаге. Вдруг на полигоне появился во вспышке 4-й Хокаге. О, привет, пап. У тебя перерыв? Можешь рассказать Менме, кто такой Хокаге? Конечно, расскажу, только когда придем домой. Сегодня я закончил с делами пораньше. Как раз проведем день вместе. О, класс! А то я уже и забыл, когда ты отдыхал. А лучше давайте пойдем в Ичираку рамен, там старик делает офигенный рамен, предложил Менма. Наями подозрительно прищурилась. Что-то тут было не так. Менма, подойди поближе. Менма обернулся и приблизился к сестре. Наями шептала на ухо, прикрыв рукой. Я чувствую на нем печать. И отец никогда не освобождался так рано. Сегодня будний день. Менма пригляделся к отцу. Действительно, это было подозрительно. Тут из-под земли неожиданно вылезает Данза. Ах вы догадливые сучьи сосуды. Но ничего, уже поздно, вы попались, произнес появившийся Данза. Какого? Не может быть, произнес ошарашенный Менма. Ты же мертв. В шоке медленно произнесла Наями. Минато, приказываю их обезвредить и приступить к перезапечатыванию Кьюби в меня. Я долго к этому готовился. Хай, Данза сама, ответил покорно Минато. «Волки!» – сказал загадочно старик. Сзади в Шуншине появились 6 разыскиваемых нукининов С-ранга в волчьих масках. Они присели на одно колено. «Вызывали? Данза сама?» Хором спросили все. «Схватить их, но не убивайте этих двоих, они должны быть живы! Хай!» Все разом напали, включая Данза. Менма и Наями активировали режим Девятихвостого и пошли в атаку. Менма взял на себя Данза и 4 нукининов. Наями сражалась с отцом и 2 нукининами. Наями схватила нукининов сначала цепями моментально, чтобы те не увернулись от ее следующей атаки. Затем руками из чакры Лиса схватила этих нукининов на огромной скорости и сжала их до хруста, обезвредив моментально. На что Данза взглянул косым взглядом на Наями, не ожидая увидеть такой силы и контроля Девятихвостого. Отец исчез с поля зрения. Ей нужно было поймать отца и снять печать, которая явно контролировала его. Она поняла, что это печать подчинения, такие же печати стояли на нукининах в масках волка. 4-й раскидал кунаи и в своем стиле безжалостно сражался, каждый раз нанося удары буквально из ниоткуда по Наями. Между периодом телепортации закрылась она в защите из чакры, чтобы как-то защититься от внезапных атак 4-го Хокаге. Завязался бой в тайцзюцу, где они были равны. Минато анализировал действия дочери, она еле как успела незаметно поставить печать паралича. Когда 4-й замахнулся Расенганом, он стал как вкопанный на месте, и Наями спокойно сняла печать Данза. Минато тут же преобразился в лице. Наями! Ты, я горжусь тобой, ты молодец. Чертов Данза, я все видел, но никак не мог повлиять на ход событий. Но теперь нужно срочно помочь Менме и, наконец, решить вопрос Данза. У Менмы дела шли не очень, но нукинины были вооружены до зубов и нападали группой. Менма же защищался, используя чакру Лиса как защиту и технику летящего бога грома как уклонение от атак. Шимура разбинтовал руку,
на которой были 10 шаринганов. 11-й был закрыт. Менма решил атаковать, раскидав кунаи. Он перерезал нукининов и самого Данза. Он думал, что все кончено. Но не тут-то было. Как вдруг позади него стихия ветра, вакуумной пули. Менма переместился к кунаю и увидел живого и невредимого Данза. Глаза Менмы округлились. Черт, он использует ту же технику, что и Минато. Да еще он, похоже, овладел чакрой Девятихвостого. Этого я не предвидел. Менма кинул в него Рассен Сюрикен. Нормально он мог его применять только в чакре Девятихвостого. Данза уклонился, но тот уже за спиной стоял Менма, телепортировавшийся в нужное время в нужное место, и схватил его рукой из чакры Лиса. «Сдохни!» — сказал с ненавистью Менма и раздавил. Данза вновь воскрес и напал сзади. Его руку отрубил появившийся Минато. И в это время на тренировочном поле появляются Анбу Хокаге и Какаши, проходящие мимо и заметившие что-то неладное. Какаши с Анбу наблюдали за битвой, не вмешиваясь, так как в деле их Хокаге и его дети против одного Данза. Они оценивали и выжидали момент, когда им нужно вмешаться, но такого момента не наступало. Данза все воскрешался и воскрешался, даже несмотря на отрезанную руку в одной из жизней. Да, он применял Изанаги. Да, рука была отрезана, но он делал так, чтобы как только он воскресится, Изанаги уже активируется, и даже если он разлетится на мелкие кусочки, он все равно восстанет, как и прежде, целый и невредимый. Но попытки подходили к концу. Минато, Менма и Наями поняли, в чем суть, и не останавливались. Данза бежать было некуда. Он понял, что его план пошел под откос, и все это из-за дочери Хокаге, которая обнаружила и освободила своего отца из плена печати подчинения. На самом деле, Данза планировал использовать на Минато Шаринган, использовав Кота Мацуками для контроля, который он давным-давно тайно выкрал у погибшего в загадочных обстоятельствах Учихи Шисуи, и также остальные глаза он тайно выкрадывал с тел погибших Учих. Но дело в том, что при битве с Наруто, демоном слов, он в спешке по ошибке применил Изанаги, именно использовав глаз Шисуи, так как не ожидал какого-либо сопротивления от никому не нужного и забытого Наруто Намикадзе до последнего момента. И с того раза его план уже был провален, но он нашел последний выход. Это секретная запрещенная печать подчинения, с помощью которой он неожиданно и обманом захватил Минато. Наконец, все шаринганы закрылись, и именно Наями покончила с ним лично, убив его, находясь все еще в режиме Девятихвостого. Менма и Наями слишком долго находились в этом режиме. По итогу они истратили всю силу, а с Курамой они не ладили вовсе, так как не пытались даже с ним в принципе общаться, а только пользовались им как оружием. «Вы предотвратили переворот. Я вами горжусь», – произнес Минато. Слушай, отец, что вообще произошло? Он был жив благодаря этим шаринганам? Как вы уже поняли, да. Секретная техника клана Учиха. Я лишь отдаленно слышал о ней, но полный принцип работы мне не был известен до сегодняшнего дня. Эта битва раскрыла мне многие тайны этой техники, ответил Минато. Все равно странно, ведь тогда он не появлялся вновь живой и был найден мертвым, судя по твоим рассказам и докладам Анбу. Стала рассуждать Наями. Есть у меня предположение, что он все-таки использовал эту технику, но вдобавок использовал мощное гензюцу, тем самым заставил Анбу думать, что он мертв. Получается, он таким образом скрылся и в течение 6 лет восстанавливался и набирал сторонников. Теперь мне стало ясно, почему пропадают Учихи, пояснил Минато. Но теперь с ним точно покончено, сказал Менма. Неожиданно в деревне происходит серия взрывов. Минато тут же, не задумываясь, телепортируется к главным воротам. У ворот собрались Рейкаги Эй и Цучикаги Ононоки со своей армией шиноби. «Что вы здесь делаете?» – спросил в гневе Хокаге. «Страна огня и Каноха слишком разрослись. Пора платить по счетам, четвертый. Ты отдаешь нам джинчурики, либо мы сами их заберем. Еще отдаешь нам земли, которые мы скажем,
и ресурсы, иначе мы убьем всех», — сказал Эй. «Ты, конечно, быстрый шиноби и сильный, но пока я жив, ты всегда будешь лишь на втором месте. Давай проверим твои слова в бою», — обратился с вызовом Минато, хотя в душе понимал, что он не в лучшей форме для боя, особенно после боя с Данзо. Вот об этой назревающей войне говорил Наруто. Если да, то мы сейчас же разберемся. «Шиноби, к бою!» произнес громко последние слова Минато. Все шиноби в деревне вооружились и вышли на защиту деревни. Началась битва. Генины провожали учеников Академии мирных жителей в убежище. Менма создал сотни клонов. Все активировали Расанган и кинулись на врагов. Наями сражалась в тайдзюцу и ниндзюцу. В лучшие и нужные моменты пользовалась печатями фуиндзюцу. Минато велел всем шиноби взять по специальному кунай, которые выдавали специально для того, чтобы желтая молния в случае чего мог переместиться туда, куда необходимо. И он приказал кинуть эти кунаи в противника. Когда все раскидали кунаи, Минато использовал технику летящего бога грома, и около 100 вражеских шиноби за долю секунду пали. Но годы сидячей работы, отсутствие тренировок и недавний бой давали о себе знать. Минато уступал Рейкаге в скорости. Когда Эй увидел Менму и Наями, он хищно улыбнулся, задумав что-то в своей голове. «Эй, Би! Би! Где тебя черти носят?» Рейкаге звал брата. «Я здесь, брат», — отозвался Киллер Би. «Теперь дело за тобой, уничтожь Коноху с этими сопляками», — приказал Эй. Би не понравился план и то, что сейчас в целом происходит, но тут у него созрела одна мысль. «Хорошо», — ответил Киллер Би брату и побежал к Менме и Наями. «Дружище Би, почему вы устроили все это? Я думал, что мы друзья», — сказал Менма. «Послушай меня, это не моя затея, дурак-простак». Би стал серьезней. «Слушайте, мой братан хотел завладеть вашим биджу, поэтому велел поставить на вас печати подчинения. Но я этого не сделал. Вам надо сразиться со мной, но не по-настоящему. А братану скажу, что вы разрушили печать. Простите меня, я не хотел в этом участвовать, но пойти против своей деревни я тоже не мог, понимаете?» Пояснил Би. Менма и Наями внимательно слушали. После неожиданного воскрешения Данзо они уже не особо удивлялись чему-то непонятному. Также они доверяли Би и знали, что он хороший человек с приветом. Они решились на показушный бой. Би соврал Эю, и он теперь сражается с ними. А обычные шиноби бились насмерть. Многие погибали. Асмагай, Кушина, Какаши, Куринай, Анка, Ибики, Инаичи и другие джоунины были сильно измотаны. Поколение Наруто тоже билось, и большая часть терпели поражение. Мононоке стал помогать Би сражаться с Менмой и Наями. Менма и Наями активировали восстановившийся недавно режим Девятихвостого, но запасов хватит лишь на 5 минут. Мононоке готовил технику атомного расщепления. Но неожиданно произошел удар, резкий, пронзающий, со спины. Тело падает на землю. Почти все лежали на земле без сознания, сражались только несколько человек. Минато сильно проигрывал Эю по всем параметрам, выручали тактика и Расанган. Под конец, когда он уже упал на землю без сил, а Рейкаге тяжело дышал, вновь завязался диалог. «А ты не такой быстрый, как тогда, на Третьей мировой войне. Ты постарел, желтая молния. Теперь я самый быстрый шиноби в мире. Сдохни!» Эй покрылся молниями и хотел на всей скорости убить Минато, но тут появились они. Глава 13. Последняя битва. Появились Акацки. 6 Пейнов. Конан, Тоби, Кисами, Хидан, Какузу и еще 3 неизвестных шиноби в плащах организации. 4-й Хокаге и Рейкаге, вы не должны сопротивляться и должны спокойно отдать нам джинчурики, или мы всех убьем. Я скорее сдохну, чем отдам вам брата, сопляк,
сказал злостно Рейкаге. Путь Ашуры рванул в сторону Минато, но его в полете одним ударом ноги разбивает Наруто Намикадзе. Рядом с ним появляется другой Наруто и Дейдара. Они быстро оценили обстановку и тут же почувствовали сильную ману в каждом из организаций Акацки. Большая часть шиноби лежали без сил, или раненые, или вовсе при смерти. Лишь самые сильные продолжали сражаться. «Ну привет, отец. Вижу, хреновые у вас дела. Не шевелитесь, мы разберемся», — сказал пафосно Наруто Намикадзе. Наруто и братья активировали режим демона и побежали на Акацки. Каждый член организации попытался сразу же захватить Джинчурики, но Намикадзе поставил барьер. В режиме они гораздо сильнее обычного демона. Лис в Менме стал наблюдать с помощью своих сенсорных способностей за боем блондинов, подмечая для себя: будь я внутри этого Наруто, я думаю, мы бы с ним быстро нашли общий язык. Мне нравится настрой этого парнишки». Рейкаге и Хокаге лишь молча смотрели и охреневали. Они даже забыли про свой конфликт. Эй понимал, что у него мало чакры и сделать что-то Акацки он не сможет. Минато лишь смотрел на старшего сына. Как же он вырос, как же он возмужал и стал сильным. В душе была гордость за сына и ненависть на себя. Кушаная несколько шиноби рядом с ней стояли на ногах, благодаря огромным запасам чакры. Менма, Наями и Би, пользуясь случаем, остановили свой постановочный поединок и сняли свои режимы Биджо, так как обратили внимание на вновь случившиеся события. Джинчурики тут же ринулись на помощь, но наткнулись на барьер. Кушина и Наями пытались снять его, но без толку. Блондины доблестно сражались и явно побеждали прибывших членов организации. Но, к сожалению, как Наруто, Намикадзе и ожидал, мана не вечна. Все упирается на нее, и она уже израсходовалась ровно наполовину. Намикадзе сообразил, что нужно срочно менять локацию во избежание разрушений и новых жертв. Он тут же вошел в режим демона, быстро пролистав страницы своей книги заклинаний, найдя то, что необходимо, произнес очень мощное заклинание и перенес всех шиноби далеко от Канохи, так как понимал, то, что сейчас назревает, может разрушить все вокруг. Эта битва не оставила бы и следа от деревень, находящихся поблизости, и режим демона был необходим, иначе такое мощное заклинание ему бы не удалось совершить. Что-то пошло не так. Скорее всего, из-за истощения маны блондины стали сдавать позиции под напором озверевших демонических Акацки. Дейдара и Узумаки постоянно взрывали и вкладывали в глиняные бомбы ману. Мана заканчивалась вдвое быстрее, чем у Намикадзе. Наруто Намикадзе взялся за катану и решил с помощью кензюцу разобраться с врагами. В этом также ему помогал Фариол всем, чем мог. Узумаки активировал режим лисьего санина и объединил его с режимом демона и сражался всеми 8 катанами с телами Пейна. Дейдара пытался взлететь, но ему постоянно мешали Кисами, Какузу и Хидан. Намикадзе сражался с Конан Тоби и 3 неизвестными. Они были очень сильными, особенно Конан, которую вообще было тяжело убить, так как она постоянно распадалась на бумажные листики. Наруто использовал взрывные печати, заряженные маной, и они сработали против нее, а также решил добавить огненные техники. Тех 3 неизвестных Наруто уничтожил с помощью силы слов, потратив немало маны, рискнув сыграя на этом, но сократив численность врага. Человек в маске, Тоби, был настоящей занозой в заднице, постоянно агрессивно нападал, создавая проблемы, а в ответ его не получалось даже задеть. Все атаки проходили сквозь него, но команда избранных этим миром не собиралась сдаваться ни за что. Наруто, повелитель взрыва, собрался
и вспомнил былые времена. Времена, когда он в одиночку справлялся со своими противниками и без помощи брата. Тогда, когда он спас свой собственный мир от гибели, которая настигла бы их всех, если бы не он сам и если бы не сила, которая была дарована ему его нелегкой судьбой. Он сконцентрировался и осознал, что сейчас происходит все то же самое, и что на его плечах также висит ответственность за светлое будущее этого мира, а впоследствии и других миров, включая его собственный, где находится дом. Милый дом, который наполняется теплом от его любимой семьи, и он не может позволить этому злу вырваться наружу. Ренеганы Наруто, повелителя взрыва, засияли ослепляющим фиолетовым светом в голове. Он ясно понимал, на что способен, но все способности упирались в манну. И что же дальше? Он решил рискнуть. Эй, я знаю, как вас уничтожить. Нападайте хоть все разом. Я покажу вам, что такое искусство с примесью божества. Ехидно улыбнувшись, Наруто Узумаки засунул резко руки в подсумки и тут же выбросил во все тела Пейна одновременно мелкие сюрикены, сложив печати в руке. Нагата, контролирующий тела Пейна, решил, что сейчас будет взрыв, но нет. Он ошибся. «Это мое усовершенствованное искусство, я же сказал! Божественная хватка!» – прокричал Наруто Узумаки, повелитель взрыва, и сюрикены застыли в воздухе в паре метров от тел, которые готовились увернуться и блокировать эту атаку, и неожиданно увеличились в размерах, выбросив глиняные щупальца и затянув все тела разом в каждый из увеличенных глиняных сюрикенов. Демонический Нагата был сбит с толку. Путь Преты резко применил технику небесного отталкивания, но не тут-то было. «А хрен тебе!» В ответ на попытку выбраться прокричал Наруто, повелитель взрыва, со светящимися глазами. Глина отлетела, но не отцепилась. Она дулась как дирижабль и снова облепила путь Преты. Ну что могу сказать? Шах и мат. Мое искусство – это взрыв! Запомни, ублюдок! Прокричал воодушевившийся Наруто Узумаки и разорвал на части все тела Пейна разом, перед этим полностью поглотив эти тела глиной. Глина была будто живой симбиот, расползающийся по телу. Демонический Нагата был безэмоционален, ведь его разум был поглощен частично демоном. Тело Нагата стало трансформироваться, в его руке появилась необычная пушка, а вторая рука стала стальным щитом. У Наруто Узумаки практически совсем не осталось маны, но есть еще частички чакры, за счет которой он более-менее стоит на ногах в режиме лисьего санина. Он рванул с катанами в хвостах на красноволосого Нагата, и начался бой на ближней дистанции. Нагата стрелял из пушки как из бластера, но повелитель взрыва ловко уклонялся от выстрелов и отвечал ударами своих катан, на что так называемый киборг блокировал все своим щитом. Второму взрывному блондину Дейдаре удалось за это время все-таки взлететь, и он стремительно направился куда-то подальше от поля боя, на что удивленно обратили внимание его напарники Узумаки и Намикадзе. Улетев в лес на птицы, за ним увязались те, кто собственно и мешал ему набрать высоту: Кисами, Хидан и Какузо. Наруто Узумаки наконец расправился еле как с Нагата, который еще не раз трансформировал свое тело, но Узумаки был более уперт и, потратив последние запасы маны, вложился в последний свой удар. И во время очередной трансформации застал того врасплох. Фу. Чертов демонический Нагата, а наш волшебник Наруто был прав насчет того, что эти Акацуки гораздо сильнее. Изрядно я измотался. Еще эта мана. Эй, а что там с Дейдарой? У него все в порядке?
Сидя на одном колене, запыханный, прокомментировал свою битву Наруто Повелитель Взрыва и тут же задался вопросом насчет своего братишки. «Кац!» Послышалось вдалеке, и через 1 секунду огромнейший взрыв, столб взрывного пламени, уходящий высоко в небо, и все деревья обратились пеплом в пламени этого взрыва, который образовал еще и взрывную волну, которая смела все на своем пути, но волна не добралась до поля боя его сокомандников. Это был Дейдара и его усовершенствованная, самая опасная и мощная техника, которую теперь можно было использовать, не принося себя в жертву. Взрыв был божественный. Наруто Узумаки с ухмылкой посмотрел в сторону взрыва и чувствовал гордость за своего братишку Дейдару, который продемонстрировал просто великолепнейшее искусство. Все участники битвы обратили на это внимание, но Узумаки тут же очухался и встрепетнулся, так как вспомнил, что последствия этой техники тоже смертельно опасны, и истощение будет еще хуже, чем сейчас у него. «А, черт, Дейдара, ты же там совсем один!» В панике прокомментировал Повелитель Взрыва Наруто и рванул на помощь к своему брату Дейдаре. Тем временем Намикадзе вел не менее опасный и невероятно напряженный поединок против Тоби и Конан. Маны у Намикадзе было намного больше, чем у взрывных блондинов, но и демонические соперники не были просты. Наруто Демон Слов неожиданно создал свой нефритовый Расенган и рванул в демонического Тоби, который стоял как красная тряпка для быка, но Намикадзе пролетел сквозь него, не задев, и тут же его встречает демоническая Конан, которая покрывает его с ног до головы своими бумажками и потихоньку обездвиживает его, делая мумией. Бумажки также не были простыми, так как демоническая Конан, она непростая. Бумажки не просто прилипали к Намикадзе, они впивались шипами намертво. Наш герой ощущал невероятную боль, но уверенность победы и готовность справиться с ними была сильнее всего этого. Вдобавок ко всему, он видел, что Наруто Узумаки уже справился со своими соперниками. Судя по взрыву далеко в лесу, и Дейдара расправился со своими. Именно это все прямо сейчас и добавляло ему мотивацию и сил. Бумажки почти полностью сделали свое дело и замуровали Намикадзе как мумию. Конан и Тоби уже расслабились и ухмылялись, но не тут-то было. «Эй, вы чего такие довольные? Рано расслабляться. Запомните одну вещь. Никогда не недооценивайте своего соперника. Расщепление!» Воскликнул Наруто Демон Слов. Демонические бумажки превратились в пыль и просто развеялись на ветру. Намикадзе приземлился на землю, выпрямился, отряхнулся и встал в стойку, взяв в одну руку книгу, а во вторую свою катану. И активировал режим Санина смерти. «Ну что, Биба и Боба, поиграем в слова?» Конан и Тоби переглянулись друг с другом в непонимании. Их глаза засияли красным светом в знак готовности к бою. И Наруто Намикадзе рванул с места в их сторону. «Я начинаю! Гниение!» Конан пустила в сторону летевшего Намикадзе парящий щит из листков. Но Намикадзе коснулся рукой, и листки смялись. А далее он разрезал их катаной, пробив себе путь к парящей на крыльях Конан. Электроволна! Силой слов он послал магию в меч и выпустил прямо в Конан, разрезав крылья. И по инерции электричество ударило и ее. Демонической Конан стало не по себе, и она потеряла ориентир. Эта магия слов была очень сильной. Намикадзе не жалел ману ни капли. Его задачей было расправиться со своей
своим врагом и идти дальше. Если он с ними не справится, то что можно говорить о битве с Данталианом? Далее битва проходила в таком темпе, что Намикадзе пытался добить Конан и полностью ее обезвредить, но демонический Тоби ему всячески мешал это сделать. Урона нанести он большого не мог, Наруто демону слов, а вот проблемы создавать и мешаться у него получалось как нужно. И тут Намикадзе соображает, что нужно сделать, и неожиданно переключается на Тоби, а про обессиленную демоническую Конан на момент забыл. Очередной раз он делает рывок, но уже с нацеленным ударом в голову Тоби, на что человек в маске становится неосязаемым. Ну-с, попробуем. Проговорил в полете Наруто. Он уже прошел насквозь Тоби, и в воздухе у него за спиной, провернувшись, произнес «Окаменение!» И затем метнул катану прямо в голову демоническому Тоби, и его верхняя часть разлетелась на части. Это я увидел с помощью Мирайгана, произнес победоносно Наруто демон слов, не показывая демонической Конан то, что сил у него осталось не так много. Последняя атака с использованной силой Мирайгана затратила еще больше маны. Слушай, а ты красивая? Может, этих демонов? Как только мы одолеем Данталиана, я бы тебя угостил вкусной лапшой. Как ты на это смотришь? Неожиданно отвлекся от боя и завязал разговор с демонической Конан Наруто демон слов. На что та в ответ лишь смотрела со стеклянно-каменным лицом и красно светящимися глазами, молча. Ясно, походу твой разум захватил демон. Ах, как же печально. Ну тогда мне придется вытряхнуть тебя из ее тела, демонюга, любым способом, ответил Наруто Намикадзе и пулей рванул на демона, задав ему хорошую трепку. По итогу он разобрался с демонической Конан. В конце концов ее тело рухнуло на землю бездыханно, красные глаза потухли. Вокруг никого не было, и Наруто, не задумываясь, сел медитировать. Для того, чтобы восстановить хотя бы чуточку маны, он был с маной на «ты» и поэтому понимал, что нужно делать. Узумаки вынес из леса Дейдару, который находился в отключке. Он поднес тело к Намикадзе. Восстановление! Без промедления использовал магию слов Наруто Намикадзе, и Дейдара очнулся, но он использовал восстановление для того, чтобы тот пришел в себя и немного затянул раны. Полностью восстановить он его не мог, так как сил у Намикадзе было недостаточно для этого. Все были изрядно потрепаны, но это все, поблизости никого, враги не наступают. Вдруг Намикадзе кое-что почувствовал, а братья замерли в напряжении. Что это за чудовищная мана? Она больше, чем в каждом из этих троих вместе взятых. Источник маны приближался все ближе и ближе. Невольно по жилам пробегало чувство страха, но сейчас никак нельзя было опускать руки. Поле боя из-за прошедших схваток имело вид открытой равнины, и вдали, за застилающим туманом войны, виднелись несколько силуэтов. Глава 14. Последняя великая битва. Несколько силуэтов виднелись вдали. Оттуда веяло очень мощной маной и энергией. Блондины ощущали это всем своим нутром. Кажется, это он. Проговорил вслух Намикадзе. Взрывные блондины лишь прищурились и с серьезным взглядом внимательно наблюдали за образовавшимися вдалеке силуэтами. Они понимали, что сейчас им предстоит непросто, так как силы на исходе и демонические Акацки дали очень непростой бой. От Данталиана ожидали они гораздо большего. Как же он выглядит и кто еще рядом с ним? Задался вопросом Наруто Узумаки, который не мог разглядеть приближающиеся медленно силуэты. И вдруг туман развеялся до видимого состояния, и их взору предстал Учиха.
Мадара, о котором они все наслышаны. Но они не догадывались, что все обернется именно так. Наруто Намикадзе первый из блондинов догадался, что Данталиан внутри одного из легендарных шиноби этого мира. Данталиан сделал так, что теперь тело и душа Мадары ожила. Также он уничтожил практически эту душу полностью. Тело Мадары, его чакра, все навыки и способности сохранились. Данталиан превратил чакру в ману. Данталиан в теле Мадары тут же складывает печати и призывает 100-тысячную армию белых зетсу, и армия демонов вселяется в каждого из них. Также среди них присутствуют и тела различных рядовых шиноби из разных деревень. Некоторые из зетсу после вселения обрели формы демонов, так как некоторые демоны были способны на это. Что происходит? Их становится еще больше. Приготовьтесь, нас ожидает жаркая ночка. Подбодрил всех Наруто Намикадзе. Данталиан в теле Мадары и те двое стали медленно приближаться. И армия, которая восстала позади них, также сдвинулась с места. Вдруг облики двух неизвестных стали видимы. Что? Саске? Проговорили, выпучив глаза блондины в один голос. Данталиан складывает непонятные печати, и появляется огромный адский Цербер. Демон встал на центральную голову, а Вергилия и Саски заняли боковые. Животное внешне выглядело как большой трехглавый пес. На шее существа находятся змеи. У пса имеется длинный хвост. Глаза зверя злые и вселяющие ужас. Из пасти так и сочилась пена и адское пламя. Наруто понимал огромную силу зверя, а Фариол сказал: Проклятие! Он похитил Цербера! Будь осторожнее, это сильное существо. Что еще за Цербер? Это пес, он охраняет мир мертвых, стоит на страже двух миров, не дает живым проникнуть к мертвым, так и мертвым к живым. Да, ты умеешь обрадовать, Фариол. Армия Данталиана продолжила медленно приближаться и набирать обороты хода. Неожиданно их марш прервал появившийся на поле боя неизвестный. «Эй, придурки, вы чего на песика залезли? Слазьте сюда, я надеру вам задницы, а то соскучились небось, а?» Все разом обернулись в его сторону. «Что? Он похож на еще один Наруто?» Ошарашенно произнесли блондины, удивлению которых уже не было предела. Тот смельчак был в оранжевом плаще, голубых штанах, странных ботинках, за спиной виднелась странная катана, черный протектор Канохи и седые волосы. Саски и Вергилия, нахмурившись, прищурились, увидев своего противника в том же новом мире, в котором они заключили свою сделку с Данталианом. Тут же Данталиан указал пальцем молча на седого Наруто, осмелившегося что-то прокричать в их сторону, и 10 демонов налетели на него, на Наруто, ученика Данте. Но он был непрост. Достав свои демонические пистолеты, он начал проделывать дыры в головах демонов у одного за другим. Далее он достал свою демоническую катану и разрубил напополам одновременно двух оставшихся демонов. Выпрямившись и пафосно взглянув в сторону трех блондинов, он произнес: «Эй, вы чё уставились? Я понял, что я в каком-то параллельном мире, и я не удивлен, что вижу здесь то, что вижу сейчас. Не время стоять и смотреть, давайте разберемся с ними побыстрее. Я угощу вас горячей пиццей, я приготовлю ее так, как мой сенсей учил». 3 часами ранее. Наруто, ученик Данте, прогуливался по Канохе, как вдруг произошло что-то странное, и он почувствовал присутствие Вергилия и его ученика Саски. Что? Они вернулись? И Наруто, ученик Данте, тут же направился по ощущению искать их. На красивой поляне он обнаружил разлом, и именно туда вело его чувство. Но он охотник на демонов и не особо удивился такому, а наоборот с интересом отнесся в ожидании, что оттуда вылезут демоны или же сам Вергилий, но он не почувствовал никакого приближения в ближайшее время. Тут он решил: пойду-ка сам проверю, что за разлом. Соскучился я по битвам. И зашел в портал, оказавшись в мире Наруто, демона слов.
Я чувствую присутствие демонов. И так много? Наконец-то хоть повеселюсь. Они тоже здесь? Вот это уже интересно. Надо срочно их отыскать. Забавно будет посмотреть на их рожи. Конец флешбека. Настоящее время. Наруто, ученик Данте первый, сделал шаги навстречу войску и, обернувшись к блондинам: «Ну что, вы идете там? Или стоять и смотреть будете?» Задал вопрос седовласый Наруто. Не дожидаясь ответа, он принял свою форму демона и рванул в бой. Войско также отреагировало и вступило в схватку с Наруто в форме демона. Но Данталиан не ожидал такого напора от этого выскочки. Наруто простреливал и разрезал направо и налево демонов его армии. Обычный шиноби 1 на 1 справиться бы не смог. По большей части играет роль мана, которая имеется у этих демонов. Но седовласому Наруто на это было наплевать, ведь его оружие демонические, и он сам ученик великого охотника на демонов Данте. И уж точно знает, как нужно разговаривать с демонюгами. Взрывные блондины так и не сдвинулись с места, застыв от увиденного. Демоны разлетались на части в разные стороны, хоть это были и не демонические Акацки. Все равно это демоны армии Данталиана, и не может быть все просто так. «Кто ты такой?» – задал вопрос в пустоту Намикадзе. «Сейчас не лучшее время для знакомства, но я точно уверен, что он на нашей стороне», – попробовал прояснить Узумаки. «Эй, братец, а это не то, что было на 4-й мировой. Там даже с Мадарой было полегче, чем сейчас с демонами», – сказал Узумаки старшему брату. «Согласен, но того только интереснее. Пора и нам показать шоу», – предложил Дейдара. Узумаки понял, что имел в виду Дейдара. Они создали по глиняной птице и полетели бомбить противников бомбами Си-2. Демоны были сильны и умны, и тут они добрались до птицы Узумаки и стали затягивать его в толпу. Дейдара не мог приблизиться к нему, так как и его тоже утащили бы вниз. Ученик Данте при этом был далековато, а Намикадзе, пользуясь случаем, решил поднакопить немного маны. Узумаки пытался отбиваться, и тут, создав по бокам птицы 2 клонов, которые временно сдерживали приближающихся демонов, он стал складывать длинные печати. Искусство – это лишь мгновение, эмоции – бешеный порыв, агония и наваждение. Мое искусство – это взрыв. Искусство разум поражает, рвет сердце и сжигает кровь. Цветет лишь миг и увядает, как жизнь и счастье и любовь. Мое искусство мимолетно, и я, гордости забыв, ему себя отдам охотно. Теперь я сам искусство. Взрыв! Оставив самого себя как раздувающегося в форму дирижабля копию, он резко прыгнул высоко в воздух, где его подхватил пролетающий Дейдара. Огромная копия Узумаки взорвалась, детонировав и птицу, которая была создана из взрывной глины. Тем самым они разнесли практически половину армии Данталиана разом, на что захватчик этого мира смотрел с высокомерием и презрением, не показывая своего недовольства от понесенных потерь, будто это ничего для него не значило. Демонов было очень много, некоторые даже имели свойство восстанавливаться. Далее Наруто Узумаки активировал Мангёку Шаринган и использовал Аматерасу, естественно потратив на это свою ману. В любом случае их атака сыграла огромную роль и уничтожила почти половину армии демонов. Намикадзе к этому времени тоже не стоял в стороне и сражался вовсю с помощью заклинаний и силы слов, разрывая демонов. Но не все демоны были легкими соперниками, на каждого приходилось тратить немалое количество маны. Наруто Демон Слов также не побеждал вчистую, ему тоже хорошенько доставалось, но он не останавливался. Все бы ничего, если бы не следующая волна особых демонов, которая вышла на замену поверженным. Армия Данталиана была разнообразной, и он собрал в ней различные силы. Также за ним пошли демоны, обладающие сверхзвуковой скоростью. Эти особые демоны и стали настоящей проблемой для наших героев.
К этому времени у них у всех подисчерпались режимы демонов. Даже у Наруто, ученика Данте, режим требует перезарядки, и сейчас он иссяк. В этот момент Вергилий и его ученик Саске спрыгнули с Цербера и стремительно направились на Наруто, ученика Данте. Тот их заметил и, не сказав ни слова, рванул им навстречу и завязал бой. Наруто Намикадзе принимал на себя удары демонов. Постепенно Намикадзе сдавал позиции. Демонов было слишком много, лишь Фариол изнутри помогал как-то держаться на ногах. Взрывные блондины старались бомбить с воздуха оставшимися силами, но такого результата, как в первой своей атаке, они добиться уже не смогут, так как сил, соответственно, не хватает. Где-то неподалеку от поля боя. Где это я? Часом ранее. «Этот вор украл мои деньги! На помощь!» – прокричал продавец древних вещей, выбежав на улицу за ним и в слезах указывая пальцем в сторону вора, который жадно держал мешки с кучей денег. Один из прохожих попытался остановить его, но тот был непростым. Он владел ниндзюцу и спокойно отбросил отважившегося остановить его. Прохожий, которого он отбросил, успел сорвать с него маску, и поэтому вор решил прикончить смельчака. Замахнувшись кунаем, он произнес: «Не стоило вставать у меня на пути! Это мои деньги! Сдохни, отребье!» И как вдруг в воздухе почувствовалось легкое потряхивание и приближающийся вибрирующий звук. Все нарастал и нарастал. Вор на момент застыл и, решив не обращать внимания, махнул кунаем с целью закончить начатое. И тут вспышки черной молнии пронеслись по улице мимо магазинчика с древними вещами, а через секунду вор был пришвартован к стене и держал его за горло человек, с ног до головы покрытый разрядами молний и сияющий ярче солнца в этих молниях. «Это же черная молния!» – закричал радостно продавец древних товаров. «Ой, если бы не он, я бы сейчас точно погиб», – прокомментировал лежа на земле пострадавший человек, попытавшийся остановить вора. Вор смотрел в глаза черной молнии и был в ужасе, ведь от него исходила невероятная энергия, заставляющая вибрировать его тело. И вот через пару секунд из носа вора потекла кровь. «Я знаю, что я сделаю», – подумав, произнес черная молния и вмиг исчез вместе с наглым бандитом. Торговец древних товаров оглянулся в сторону магазина и обнаружил мешок со всем украденным. «Он великий, черная молния, великий защитник нашего мира», – произнес торговец, глядя на возвращенные украденные товары. Тем временем Наруто Черная Молния унес бандита далеко-далеко в другую страну и нашел там место, где бушует океан, а над океаном обрыв и всего лишь одно дерево, которое находится прямо над скалами, о которые бьются волны. Он подвесил его одной ногой на это дерево и оставил ему лишь одну монетку. Эта монетка решит твою судьбу. Если ты сможешь выбраться и разрезать веревки монеткой до того, пока свалишься вниз, то так тому и быть. Но если ты не успеешь, сам знаешь, что будет. Проговорил Наруто Черная Молния и исчез в молниях. Он был защитником этого мира с тех самых пор, когда одолел Мадару, который был в сделке с демоном, являвшимся богом скорости. После этих событий он сам впитал силу бога скорости и вершит тем самым правосудие во всем мире шиноби. И после того, как он разобрался с бандитом, отправился в другой конец мира элементальных наций. Двигался он не на максимальной своей скорости, для того, чтобы на всякий случай не пропустить какого-либо злодеяния. После того, как он стал защитником этого мира и обрел такую силу, практически не осталось никого, кто бы замышлял какое-либо зло, за исключением мелких бандитов и воров, которые без этого жить не могли. И вот, пролетая одной из стран, произошло что-то поистине необычное. Наруто Черная Молния случайно на скорости залетел в межпространственную брешь. Тот самый портал, который образовался и в мире Наруто ученика Данте. Настоящее время.
Внезапно Наруто Намикадзе преобразился в лице. Он махнул взрывным блондинам. Те обратили внимание на него, и он передал с помощью магии им информацию, а именно то, что нужно срочно приземлиться к нему. Наруто, ученик Данте, был занят боем, и его Намикадзе решил не отвлекать. Что случилось? Задал вопрос Узумаки. Еще один, загадочно произнес Намикадзе. Что значит еще один? Спросили оба братьев. Справа от нас, в 10 километрах, должен был появиться. Черт тебя возьми, ты можешь объяснить, в чем дело более понятным языком? Не выдержав, произнес Дейдара. Короче, прикройте меня, я должен кое-что сделать прямо сейчас. В данный момент мое тело будет полностью беспомощно и беззащитно. Если кто-то из вражеской армии приблизится ко мне, то... Да давай уже, делай то, что ты там задумал. Перебил того Узумаки, и вместе с братом они создали клонов из взрывной глины, которые могли сражаться на их стороне, какое-то время не детонируя. Намикадзе достал в очередной раз книгу заклинаний и начал рыться в поиске того, что ему нужно. Он не был уверен на все 100%, но это был единственный шанс, по его мнению, хотя бы попробовать усилить их шансы. И он нашел то самое заклинание. Это заклинание переноса души. Как только он прочтет, его душа покинет тело, и он попадет в сознание того, в кого он нацелен попасть. А именно, его интересовал тот человек, который появился в 10 километрах от их поля боя. Скрестив руки в особом символе, он прошептал себе под нос на древнем языке «Духовная связь». И покинув свое тело, он в мгновение переместился к своей цели. «Извини, я подсяду», – произнес Намикадзе в духовном обличии и вселился в него, проникнув ему в подсознание. Он увидел огромных размеров девятихвостого лиса. «Какого? Ты как сюда попал, ничтожество?» – произнес ошарашенно Курама. Лис затянул в подсознание хозяина. «Эй, ты кто? И как ты оказался внутри меня?» Тут же налетел с вопросом Черная Молния. «Спокойно, я прибыл с миром, я живой на самом деле, в данный момент у нас идет битва, решающая судьбу этого мира. Как бы это резко ни звучало, я покинул тело, чтобы связаться с тобой как можно скорее таким образом, так как ты это и я из другого мира, и на поле боя сейчас еще двое таких же, как и мы, из параллельных миров». Не мешкаясь, промолвил Намикадзе Наруто. «Что? Как? Подожди, как тебя зовут?» В непонимании спросил Черная Молния. «Я Наруто Намикадзе», ответил Наруто Демон Слов. «Внутри него есть еще кто-то», грозно сказал Лис. «Расслабьтесь, это мой друг, который со мной связан примерно по такому же принципу, как и вы. Как вы сюда попали? Я так понимаю, ты девятихвостый лис Кьюбину Йоко. Я никогда не видел Биджи вживую, вас обычно представляют монстрами, но я знал, что это все преувеличено. Наруто Намикадзе, значит. Фамилия отца. Меня зовут Наруто Узумаки», представился Черная Молния. «Меня Курама зовут», представился следом Лис. Наруто Черная Молния был удивлен тем, что Девятихвостый сам представился и назвал ему свое имя. Посмотрев косым взглядом и приподняв бровь в знак недопонимания, на что Лис понял и решил пояснить свое поведение. «Я не почувствовал от него злых намерений. Он не боится нас и доверяет сам. Я думаю, он пришел и вправду за помощью». «Ладно. А ты?» – обращается к Намикадзе. «Я понимаю примерно, что произошло и как я тут очутился, но я пока не представляю, как вернуться в свой мир». «Я понял. Можешь не продолжать. Я помогу вам вернуться назад домой, но взамен я хочу попросить вас о помощи. Опиши поподробнее, что у вас здесь происходит», – задал вопрос Черная Молния. «Протяни мне свою руку», – сказал Намикадзе, и его рука засияла синим светом. Курама и Наруто Узумаки удивились странной просьбе, переглянувшись между собой, но раз так дело пошло, Черная Молния протянул свой кулак. Намикадзе передал им всю информацию о всем происходящем в этом мире, о демонах, Данталяне, других двух Наруто и о брате Дейдаре. «Я все понял».
Коротко произнес черная молния, и через секунду он без лишних слов переместился в место битвы. В это время черная молния и Наруто Намикадзе, который все еще находился у него в подсознании и офигевал от скорости вновь прибывшего Наруто из параллельного мира. Они видят, как взрывных блондинов раскидали в разные стороны, а в бездушное и полностью беззащитное тело, которое сидело в позе лотоса, уже летел Саске, ученик Вергилия, который был на стороне Данталиана. У Саске в руке был легендарный меч Ямато. Наруто Черная Молния, покрывшись раскатами молнии, снес на огроменной скорости ударом ноги злого Саске из параллельного мира, что тот впечатался в ближайшую скалу. Намикадзе пребывал в шоке и не мог прийти в себя. Взрывные блондины были поражены, увидев еще одного Наруто, но только с черными волосами и с гиперскоростью. Они поняли, в чем здесь дело. Намикадзе прерывает духовную связь и возвращается в свое тело. Оказавшись в своем теле, он встает и видит взрывных блондинов и черную молнию. Блондины на пределе, а Наруто, ученик Данте, сражался с Вергилием, параллельно отбиваясь от демонов. Они поняли, что тот делает все, что в его силах, и вышло так, что он упустил Саске и не стал за ним возвращаться, чтобы не сделать еще хуже. «Капец, я думал, ты сдох. И кто этот герой, который передвигается как бог?» – крикнул взрывной Узумаки. Намикадзе решил, что позже ответит взрывному блондину на его вопросы. «Слушай, Наруто, я передам тебе небольшие запасы своей маны на всякий случай, а также у меня есть для тебя копье-меч Яри. Оно действует на демонов. Так как ты очень быстрый, я думаю, ты понял, что нужно делать», – объяснил Намикадзе и выдал копье-меч, который действует на демонов даже если пользователь не обладает манной. «Положитесь на меня», – произнес Наруто, покрылся черными молниями и исчез из виду. Уже через считанные секунды все демоны были разрублены на части, но были еще живы. Вергилий отступил к Саске, который пришел в себя после удара черной молнией. Наруто, ученик Данте, также уставший, присоединился к взрывным блондинам и Наруто Демону Слов, которые восстанавливали ману. Обе стороны удивительно наблюдали за тем, как уничтожает всех вокруг черная молния, и все были поражены. Даже Данталиан почувствовал дискомфорт, ведь такого приема он явно не ожидал. Намикадзе наконец немного восстановился и активировал режим Санина смерти. Вы думаете, все так просто? Наивные создания, произнес Данталиан. О чем это он? Задался вопросом Наруто, повелитель взрыва. И я чувствую, как на Коноху надвигается еще несколько сотен демонов прямо сейчас. Почувствовал все это за счет режима Санина смерти Наруто Намикадзе. «Какой подлый трюк!» – прокомментировал Наруто, ученик Данте. «Расслабьтесь, я разберусь», – произнес черная молния и тут же исчез за долю секунды, покрывшись молниями. «Мы поможем ему!» Запрыгнули на птиц из глины взрывные блондины и отправились в Коноху за черной молнией. «Ну а я потанцую вон с теми двумя, ты не против?» – произнес Наруто, ученик Данте, обратившись к Наруто Демону Слов, указав на Вергилия и Саске. «Да, так и сделаем. Это мой мир, и значит моя битва», – подтвердил расклад событий Наруто Демон Слов и встал напротив Данталиана и трехглавого Цербера. А Наруто, ученик Данте, кивнув, прыгнул и встал напротив Вергилия и Саски. Фариол, ты не перепутал стороны? Произнес Данталиан, обратившись к демону внутри Наруто Намикадзе. Наруто, дай мне контроль, я отвечу на его вопрос. Наруто передал управление своим телом и сознанием своему демону. Слушай сюда, Данталиан, я вместе с ним стою напротив тебя, внутри этого парнишки. Это значит, что я не перепутал стороны и менять ничего не собираюсь. Это мир людей, да, бесконечные войны, бедность, нищета и ненависть всегда будут там, где будет человек. Но не все такие, в мире есть за что бороться и за что любить. Я пробовал здесь достаточно, чтобы все это понять, сказал
Орел, обратившись к Данталиану. Что могу сказать? Ты предал меня и выбрал смерть. Ты будешь уничтожен с этим миром людей. И никто о тебе не вспомнит. Никто не сможет меня одолеть, даже у самого сатаны это не получилось. Цербер! Трехглавый монстр побежал на Наруто. Он прыгнул высоко через пса. «Стальная хватка!» – произнес Наруто демон слов и, направив ману в руки, затем схватил Цербера за хвост. Крепко, накрепко. Раскрутив монстра, он бросил его куда подальше, так как это было первое, что пришло ему в голову. А думать нужно быстро. Наруто, ученик Данте, начал битву против Вергилия и Саски. После того, как Намикадзе бросил Цербера, рядом с ним из-под земли вылезает, вырастает словно растение Данталиан и отбрасывает его мощным взмахом крыла. Намикадзе отлетает кубарем, но быстро ловит баланс и встает на ноги, распечатывает катаны и тут же пытается разрезать Данталиана с помощью кендзюцу. Демон легко парирует все атаки и просто отбрасывал его раз за разом, будто играется с ним. Наруто хотел произнести заклинание, как демон телепатической силой на расстоянии прижал его к земле, резко сблизился с ним и пнул ногой в голову, отбросив того в ближайшую каменную стену. Демон, словно Наруто черная молния на огромной скорости, приблизился к нему и стал избивать раз за разом. Наруто Намикадзе попытался нанести удар катанами, но тот схватил их и одним разом сжал и разломал вдребезги его мечи. Эти безделушки бесполезны, ими только в зубах ковырять можно. Подметил пафосно Данталиан. Черт, прокомментировал Наруто ученик Данте, обратив внимание на то, как складываются дела у Наруто демона слов. Но он не мог отвлечься и помочь ему, так как его битва была не менее серьезной. Битва против двух старых врагов, которые возросли в силе с прошлого раза намного. Наруто, ученик Данте, отбивал своей катаной все атаки этих двух. Саски вошел в режим демона, но Наруто понимал, что нужно срочно что-то делать, и тоже вошел на последних силах в этот режим и принял атаку Саски, нарвавшись на его атаку. Наруто, ученика Данте, прокололи насквозь. Но это не все. Он схватил за руки Саски в режиме демона. Подпрыгнув, он успел опереться ногами ему в грудь и, резко дернув на себя, сломал ему обе руки. Далее он вытащил из себя катану Ямато, подпрыгнул, сделав сальто назад и бросил эту же катану не в Саски, а в Вергилия. Замахнув в воздухе крыльями, он остался парить там же и, достав два своих пистолета, выстрелил несколько раз в Саски. На что режим демона у Саски спал. Вергилий опустился на колено. Наруто, ученик Данте, понял, что с ними он разобрался на какое-то время и резко полетел на Данталиана, направив свои стволы и начал стрелять. Данталиан, будто с глазами на затылке, махнул крыльями и все пули разлетелись. Что, демонические пули его не берут? Задался вопросом ученик Данте и ринулся с атакой в ближний бой, но тот на огромной скорости с разворота снес ученика Данте, и тот отлетел, потеряв свой режим демона. По всей видимости, силы были на исходе. Наруто еле живой. Данталиан продолжал избивать его. Намикадзе не мог защищаться, ведь все, что он блокировал, пробивалось запросто, так как мощь ударов Данталиана была невообразимая. Намикадзе был вдавлен от ударов в скалу. Наконец, когда демон взял за горло Наруто и начал давить, появились остальные взрывные блондины и черная молния. Черная молния, увидев, что происходит, влетел на всей скорости в Данталиана, снеся того вместе с собой. Так он освободил Наруто Намикадзе от смертельной хватки главного злодея этого мира. Но Данталиан был непрост, он телепатией откинул черную молнию, при этом не просто откинув, а создал такое сотрясение внутри него, что будто в него врезался поезд. Далее Данталиан жаждал добить Наруто демона слов, но Наруто, повелитель взрыва, активировал Ринниган и распечатал все 6 своих путей. К тому времени подоспел и оклемавшийся Цербер. Путь зверя призвал подобие хвостатых зверей, и они вступили в бой с Цербером. Данталиан почти сразу уничтожил пути Пейнов, которые напали на него. Единственный путь зверя, он был занят Цербером, но и путь зверя также был повержен.
Чтобы как-то защитить товарища, Узумаки переключил свои глаза на Шаринган и активировал Сусана. Дейдара создал огромных клонов, и те прижали со всех сторон демона, но Данталиан быстро расправился и с ними, а взрывы он просто поглощал своей сущностью. Черная молния тем временем наблюдал и продумывал план действия. Демон резко увеличился в размерах и сломал Сусана Узумаки. Намикадзе среди прочего выбрал момент и постарался отыскать заклинание, которое может сработать в битве с Данталианом. Так, не то, и это не то. Вот оно! Наруто нашел заклинание, которое может вернуть Цербера назад на свой пост. Наруто, Демон Слов и взрывные блондины старались отвлекать Данталиана. Намикадзе жестом указал на Цербера, который недавно разобрался с путем зверя. И Наруто, Черная Молния, поняв намек, стал кружить на невероятной скорости вокруг Цербера, создав при этом что-то вроде торнадо из песка и пыли. Монстру это не нравилось. И только он хотел задышать пламенем, как вдруг Намикадзе, Наруто, быстро переместился на Цербера и, оседлав того, он сложил неизвестные никому печати, и Цербер вмиг исчез. Фух, он был огромен. Это затратило у меня достаточно маны, прокомментировал Наруто, Демон Слов. Вергилий и Саски были выведены из строя и не нападали, так как были сильно ранены. Остался непобедимый Данталиан, который призывал время от времени каких-то демонов, которые помогали ему, но наши герои их быстро разносили. Это было отвлекающим маневром, чтобы затрачивались большие усилия, и герои побыстрее уставали. Пользуясь случаем, Данталиан не выкладывался на максимум, а лишь выматывал и наносил средний ущерб, так как он почувствовал в них огромную силу и поэтому действовал стратегически, но они все еще держались. Наруто, Демон Слов, решился активировать Мирайган. Он понимал, что нужно это сделать максимально результативно, и у него это получилось. Впервые он максимально сконцентрировал и применил новую скрытую силу. Он не просто увидел будущее, а увидел все 14 тысяч вариантов развития событий, и только в одном они могут навсегда покончить с демоном. Но это было очень рискованно, и чтобы добиться этого, им еще нужно постараться. Он продолжил сражение с Данталианом. Быстро сложив пальцы в нужном символе, он с помощью магии передал информацию всем своим альтернативным личностям из параллельных вселенных и Дейдаре. Слушайте сюда, я смог найти ключ к победе над Данталианом. Из 14 тысяч вариантов развития событий есть только один, который мы в силах осуществить, и именно он и приведет нас к победе. Потребуются все ваши силы, вы должны истощить себя на максимум, но даже и этого недостаточно, понадобится еще кое-что. Намикадзе рассказал за счет магии одновременно всем своим напарникам план действий, на что их реакция была не лучшей. Взрывные блондины и вовсе хотели предложить другой план, но иного выбора не было. Сработает только тот, что увидел Наруто, Демон Слов. Все альтернативные версии Наруто стали серьезнее. Выдохнув одновременно, в последний момент перед рывком, они приступили к осуществлению плана. Все действовали, как и сказал Намикадзе, выкладываться на полную. Первым побежал Наруто, Демон Слов, на что Данталиан ухмыльнулся, ведь он уже оценил его силы. Замахнувшись своей демонической катаной, в прыжке он застыл, так как он попался в телепатию Данталиана, но тут же следом Черная Молния, словно пуля, влетел в челюсть ногой Данталиану на сверхзвуковой скорости, на что Данталиана немного откинуло, но он продолжал стоять на ногах. Он менял формы. То это была форма Мадары, то его настоящая демоническая форма, в зависимости от того, что он хочет сделать. И тут он обретает форму Учихи Мадары и выпускает множество огромных огненных драконов, которые блокируются барьером, поставленным Наруто, Демоном Слов. От такой мощности и весьма габаритной огненной техники все вокруг покрылось дымом. Наши герои стали искать Данталиана, но он незаметно забрался на скалу повыше, покрывший Сусана, и сложив печати, он прокричал: «Сдохните, букашки!»
и сверху образовался огромный метеорит. Это была техника Мадары. Данталиан мог применять его техники, так как поглотил его тело. В этот момент взрывные блондины, создав 4 огромных дракона, направили их в метеорит. Как только 4 дракона соприкоснулись с метеоритом, произошел огромнейший взрыв. Следом Наруто-ученик Данте, приняв форму демона, схватился за свою катану, прыгнул высоко вверх, и так как его катана была необычная, а демоническая, он воспользовался ее силой и увеличил ее в размерах. Размер катаны стал как 5-этажный дом. С помощью крыльев он сделал рывок в сторону, тем самым запустив свою катану прямо в метеорит, чем разрубил потрескавшийся от взрывов метеор. Далее Наруто Демон Слов создал в руке своей нефритовый Расенган. Оттолкнувшись от птицы Дейдары, он полетел прямо на оставшийся большой обломок метеорита, но перед ним появился Данталиан в своем демоническом обличии. Намикадзе подумал, что у него ничего уже не выйдет, но он продолжал лететь в том же направлении. Данталиан уже замахнулся крыльями, планируя проткнуть острой частью Демон Слов, но тут черная молния сносит Данталиана, и Наруто Демон Слов уничтожает оставшуюся часть метеорита. Те, кто находились снизу, прикрылись своими силами от обломков, а Намикадзе спокойно приземлился на землю. Далее наблюдалась такая картина. Черная молния, покрывшийся молниями, на равных сражался с Данталианом. Демон хотел нанести смертельный удар крылом, но черная молния легко увернулся, сделал один круг вокруг него и выкинул молнию в крыло Данталиана, отрубив часть крыла. Вот тут-то и Данталиан разгневался. Ах ты! Да как ты посмел восстать против меня? Я бог этого мира! Он стал накаляться и покрываться паром, словно раскаленная сталь. Глаза стали сиять красным светом, невероятно мощно. Черную молнию это никак не останавливало. Он отбежал подальше и с разгону влетел в него, но был остановлен телепатией, а затем Данталиан мощнейшим ударом в грудь отбросил его, сломав ребра. Его кулак был словно покрыт раскаленным металлом, что на груди у черной молнии остался огромный ожог в виде следа здорового кулака. Ах! Наруто Черная Молния встал на одно колено и закашлял кровью. Внезапно ученик Данте, не дожидаясь команды, уже атаковал своей катаной, сформировав ее размер в 3 метра, на что Данталиан ударил навстречу прямо в лезвие и разломал демоническую катану, отломав ударом ее часть. «Нет!» – прокричал Наруто ученик Данте, так как это была не просто катана, это была демонесса, которая была душой этого клинка. Он ощутил, что демонесса внутри катаны находится в критическом состоянии. Положив на землю катану, он достал свои парные демонические пистолеты и побежал на Данталиана с воинственным криком, стреляя без остановки. Но даже демонические пули были бесполезны, он с легкостью уворачивался и отбивал их. Затем Данталиан резко сблизился с ним и схватил его за руки, сжимая их до хруста. Кац! И в лицо Данталиана влетели взрывные сюрикены, которые метнул Наруто, повелитель взрыва, пролетая мимо на птицы. В этот момент ученик Данте, воспользовавшись моментом, отпрыгнул от него. «Ты меня взбесил, ублюдок. Сейчас мы потанцуем. Любишь парные танцы?» Не успел Данталиан оправиться от взрыва, который поглотил пламенем его голову. Ученик Данте в форме демона подлетел, завернув ему за спину, обхватил его полностью и сжал в своих лапах. Уперевшись ногами в пол, приподнял, а Наруто Черная Молния, придя в себя, недолго думая, с разгону мощнейшим ударом с 2 ног на гиперскорости влетел в схваченного Данталиана, и по инерции этот удар 2 ногами помог Наруто ученику Данте совершить свою атаку, и тем самым Данталиана бросили на прогиб, воткнув его голову в землю. Данталиан тут же попытался вытащить голову из-под земли, но тут глиняные щупальца от взрывного Наруто обхватили его. Это лишь сдержало демона на момент, и он уже разорвал практически эти щупальца, но 12 цепей Конго Фусо от Наруто Черной Молнии не заставили себя ждать и приковали его еще крепче к месту, куда его воткнули головой. А теперь и моя очередь.
проговорил Наруто Черная Молния, и покрывшись черными молниями, которые сияли и издавали звуки раскатов грома. При этом он наконец активировал и свою самую сильную форму. Это форма Курамы, совмещенная с силой скорости. Он выжидал нужного момента для ее активации, и вот этот момент настал. Приняв свою самую сильную форму, Черная Молния Наруто сразу сорвался с места и принялся бежать вокруг воткнутого в землю Дантелиана. Клоны Черной Молнии удерживали его своими цепями Конго Фусо и, разогнавшись до нереальной скорости, из-за которой в глазах у всех он просто пропал. Стихия магического огня! Кольцо ада! Смешав с чакрой единственные запасы маны, которые ему еще в начале битвы одолжил Наруто Демон Слов, Наруто Черная Молния из 24 разных точек кольца, которые он образовал, бегая по кругу, выстрелил огненными шарами, напитанными маной одновременно, применив свой самый сильный прием – Кольцо Ада, немного модернизировав его, напитав маной. И после такого в конце образовался взрыв, который за счет непрерывающегося кольца образовал огненный столб, направленный в небо. То есть Черная Молния специально продолжал бежать вокруг взрыва, тем самым за счет скорости он не дал взрыву вырваться за пределы кольца. И затем Кац! Наруто, повелитель взрыва, следом за ним детонировал свои глиняные щупальца. Объединив свои силы, они изрядно навредили Дантелиану. Любой другой враг на его месте стерся бы в порошок, но только не он. И Наруто Демон Слов знал это и предупредил обо всем своих напарников. И именно этого они и добивались. «Прощай, Дантелиан, твоя песенка спета», прокомментировал Наруто Черная Молния, так как знал, что будет дальше. А дальше Наруто Намикадзе, Демон Слов, спрыгнул с птицы Дейдаре, схватив за горло лежачего на спине Дантелиана и сложив пальцами специальный символ, он произнес: «Божественная клетка!» Намикадзе сконцентрировал последние остатки духовной энергии в режиме Санина Смерти, создав особую черную ауру вокруг них, которая поглотила Дантелиана и навсегда запечатала его. Эту печать невозможно сломать или ослабить. Тот, кого запечатали, никогда не освободится, кем бы он ни был. Такой печатью можно даже запечатать самого владыку демонов, если тот, кто это соберется сделать, будет обладать достаточной силой. Но плата за такую печать – смерть. Намикадзе падает замертво, а Дантелиан исчезает вместе с аурой. Все с облегчением и без сил упали на землю. Это было невероятно сложно, и они с этим справились. Но какой ценой? Намикадзе бездыханно лежал на земле, которая покрывалась тлеющим пеплом войны. Затем пошел легкий снег. Тем временем злой Саски, ученик Вергилия, только оклемался, а Вергилий, сильно раненый все это время, из укрытия наблюдал за ходом битвы фантастической пятерки против Дантелиана. Воспользовавшись случаем, он быстро, не привлекая внимания, взял под руки еле живого Саски, с помощью меча Ямато открыл в пространстве портал, и они тихо сбежали с поля боя. Портал за ними закрылся автоматически. К этому времени семья Хокаге в полном составе добрались до поля битвы, когда Черная Молния и взрывные блондины прибыли в Коноху отбивать вторую часть войска демонов. Минато, пришедший в себя, помогал им в этом и умудрился поставить на Дейдару свою печать, что тот не заметил этого. Разобравшись со всеми делами после битвы в деревне, они телепортировались к ним всей семьей во главе с 4-м Хокаге. Взрывные блондины, Наруто ученик Данте и Наруто Черная Молния только-только поднялись на ноги, а вот их сын, Наруто Намикадзе, лежал, не пошелохнувшись. Мам, он ведь не... Промолвила Наями. Я не знаю. Ответила с застывшим сердцем Кушина, опустив голову, понимая, что произошло на самом деле. Минато и Менма молча стояли и смотрели на лежащего бездыханного Наруто, сына и брата, который защитил всех ценой своей жизни. Менма наконец все осознал, и даже его эгоистическая натура была сломлена. Он понял, что его брат – настоящий герой. В этот момент все испытывали невероятную боль в груди. Ему
еще можно помочь? Протянул еле стоявший на ногах Наруто, повелитель взрыва. Вся семья и другие альтернативные версии Наруто обратили тут же на него внимание. Этот способ, конечно, рискованный, и он не гарантирует того, что все сработает. И я скажу больше, этот способ может сделать еще хуже. Продолжил повелитель взрыва. Говори, мы слушаем. Обратился к нему Минато. Дело такое, я ощущаю в этих двух, указывает на Менму и Наями, обе половины девятихвостого из этого мира. Минато прищурился, став более внимательнее к словам взрывного Наруто. Так вот, у меня есть предложение пересадить обе части хвостатого в него. За счет этого, если ваш хвостатый согласится поработать со мной в команде, мы сможем вытянуть с того света вашего сына и брата. Взрывной Наруто посмотрел сначала на Кушину с Минато, а затем на Наями и Менму. Решать вам, но я говорил о рисках, и да, они велики. Если у вас не получится и что-то пойдет не так, то мы потеряем всех троих, и Наруто, и Менму с Наями. Закончил свое предложение взрывной Наруто. Минато и Кушина резко выпучили глаза, Наями и Менма призадумались. Мы согласны! Сказали одновременно брат с сестрой. Моя часть Кьюби сказал, что готов помочь, сказал Менма. И мой Кьюби тоже согласен, Добавила Наями. Ну тогда приступаем. Время на исходе. Взрывной Наруто Узумаки использовал печати Узумаки с активированным Рейниганом и перезапечатал обоих Кьюби в Наруто Намикадзе. Благодаря Фуэнзюцу Наруто, Менма и Наями пережили перезапечатывание успешно. Намикадзе покрыла с ног до головы красная чакра. Через 10 минут дернулась рука, затем медленно открылись глаза. Кушина и Наями ринулись обнимать его. Минато, Менма и остальные альтернативные версии Наруто с улыбкой наблюдали за тем, что у них все получилось, и они победили, оставшись в живых. Ведь такой исход событий Наруто Демон Слов им предсказал. Перед тем, как приступить к плану, они не хотели соглашаться и искали другой способ, так как в итоге Наруто Намикадзе должен был умереть, а о воскрешении никакой речи не шло. Коноха. Что происходит? Спросил еще раз, открыв глаза, Намикадзе, ведь он уже открывал глаза, но на поле боя он снова потерял сознание от усталости. Все хорошо, ты показал всем свое искусство, поддержал Узумаки. Он очнулся в больнице Конохи, которая была не в лучшем состоянии после нападения демонов. Во время восстановления деревни были обнаружены документы, подтверждающие виновность Данза. С Наруто официально сняли все обвинения и статус Нукинина. Его оставили в покое и не тревожили до полного восстановления. После того, как он встал на ноги, он отправился на полигон для того, чтобы сдержать свое обещание отправить всех домой, в свои миры. Ну вот и все, мне было невероятно приятно с вами иметь дело, я даже как-то привык. Может, все-таки останетесь? Предложил с улыбкой Намикадзе Наруто Демон Слов. Мы бы с радостью остались, но это не наш мир. У нас есть свой дом, и в этом доме нас ожидают наши любимые и любящие нас люди, ответил за всех Узумаки Наруто, повелитель взрыва. Этот подрывник прав, поддержал Наруто Демон Слов. Наруто, Черная Молния и Дейдара молча с улыбкой кивнули в поддержку слов взрывного Наруто. Ах, ладно, ну тогда у меня для вас есть подарок, произнес загадочно Намикадзе, и все с удивлением переглянулись, так как не ожидали чего-то еще. Намикадзе Наруто достал свою книгу и загадочно стал перелистывать страницы. Пока мы обучались у владыки Ада, я кое-что у него узнал и записал к себе в книгу. Продолжал перелистывать страницу он, а остальным еще больше стало интересно узнать, что же их ждет. «А, нашел!» – произнес он. «Давай быстрее, я сейчас взорвусь от нетерпения!» Вставил свое слово Дейдара. В общем, дело такое. Я для вас заклинание специальное приберег. Вы отправитесь домой, но когда я вас забирал в этот мир, я сказал, что как вы здесь изменитесь, так и вернетесь. При этом память должна была по возвращению домой стереться. Этого я вам не сказал.
чтобы не напугать. Не спешите меня убивать, пожалуйста. Я сначала договорю, сказал заранее Намикадзе, так как взгляд у взрывных блондинов резко изменился. Так вот, пробыли вы здесь немало. Это и касается вас. Посмотрел на черную молнию и ученика Данте. К чему это я? Ах да, заклинание. Позволит мне создать специальные порталы, с помощью которых вы вернетесь домой такими же, какие и уходили, ни капли не изменившись в возрасте. Даже все раны и ссадины заживут. Самое главное это то, что воспоминание останется нетронутым, и оно будет таким же. Вы будете помнить все. Закончил представление сюрприза Намикадзе. Все были несказанно рады услышанному. Взрывные блондины выдохнули от напряжения, созданного их новым товарищем. Затем Намикадзе Наруто зачитал особое заклинание и создал первый портал, который предназначался для взрывных блондинов. Ну что, прошу, это проход в ваш мир, произнес Намикадзе, посмотрев на взрывных блондинов и вытянув свой кулак. Искусство требует искать ситуации все более и более сложные, иначе способность ценить угаснет. Не бойся трудностей, и запомни раз и навсегда, искусство это… Взрыв, я полагаю, перебил Намикадзе с улыбкой. Я знаю. Я запомню это навсегда. Взрывные блондины, улыбнувшись, кивнули ему в ответ, протянули свои кулаки и зашли в портал. Затем он создал второй портал для Наруто, ученика Данте. Спасибо тебе за отличную битву, ты хороший товарищ. Для меня была честь сражаться рядом со всеми вами. Кстати, я для тебя там пиццы наготовил. Попробуешь лучшую пиццу охотников на демонов по приходу домой. Может, когда-нибудь я загляну в ваш мир, но только для того, чтобы с твоей сестренкой еще раз увидеться. Ауф! Выкинул шутейку ученик Данте, на что Намикадзе уставился на него с каменным лицом. Но потом расслабился и широко улыбнулся, протянув ему кулак, что также сделал и с взрывными блондинами перед их уходом. Наруто, ученик Данте, в ответ коснулся его кулака и также зашел в портал, отправившись в свой мир. Третий портал следом он создал. Ну что, с тобой мы знакомы меньше всех, но эта битва сплотила нас так, будто мы все родные братья, и за счет этого я ощущаю, что мы знакомы будто целую вечность, с улыбкой произнес Намикадзе Наруто Демон Слов, протянув свой кулак. Да, я те же чувства испытываю, друг мой, произнес и протянул свой заряженный молниями кулак Наруто Черная Молния. Возможно, еще когда-нибудь мы увидимся. С улыбкой подмигнул брюнет и исчез в один миг в молниях. Закрыв последний портал, Намикадзе уже был без маны. Фариол помог ему, восстановив своими силами немного маны, чтобы тот не свалился без сил. Намикадзе посмотрел на место последнего закрытого портала. Он улыбнулся, ощущая приятные чувства от всего того, что сейчас произошло, и направился домой пробовать новое блюдо, которое приготовил им так называемый гость из другого мира. Какие события происходили дальше? Би стал пятым Рейкаге и навел в деревне Облако порядок. Облако и Лист заключили мирный договор, а подвиги Наруто Намикадзе узнали не только две деревни, но и весь мир. Наруто простил Минато, Кушина и Менму с Наями. Менма изменился в лучшую сторону и решил стать примером для будущего поколения. Шинигами наведывался в подсознание и предлагал Фариолу обрести свободу и стать ангелом по предложению владыки Ада, но тот предпочел остаться с Наруто. Также владыка Ада передал новые специальные заклинания, которые пригодятся нашему герою в будущем, в награду за победу над Дантелианом. Взрывные блондины Наруто Черная Молния и Наруто Ученик Данте вернулись в свои миры, целыми и невредимыми, с улыбкой вспоминая моменты, пройденные в мире Наруто Демона Слов. Сам Намикадзе Наруто, как только в деревне все более-менее утихло и встало на свои места, отправился решать незаконченные дела. В первую очередь он наведался к своему учителю по кендзюцу, мастеру Мифуны. Тот был несказанно рад и встретил своего ученика и героя этого мира со всеми почестями. Какое-то время он пробыл в стране железа, но это не было его конечной точкой. Самое главное путешествие ждало его впереди. Дело в том, что из-за открытия порталов в этом мире образовалась не одна брешь. Таким образом, в мир и попали
во время битвы с Данталианом Наруто Ученик Данте и Черная Молния. И это все не ограничилось двумя брешами между мирами. Таких разломов в мире образовалось огромное количество, пока не совершилось незапланированное вторжение из какого-нибудь другого мира. Намикадзе Наруто должен был обойти каждый уголок его реальности и закрыть образовавшиеся разломы. Естественно, с помощью особой магии он чувствует их все. Собственно, поэтому он и отправился в путь. Это путешествие и станет новой страницей с приключениями в его невероятно захватывающей героической жизни. Конец. Итак, если тебе понравился этот легендарный, альтернативный кроссовер, то не забудь поставить лайк, подписаться на канал и самое главное оставить комментарий от 5 слов. Я надеюсь, вы прочувствовали, сколько души было вложено в этот сюжет. Ссылки на сюжеты, которые были в кроссовере, вы найдете в описании под этим видео. А с вами был, как всегда, Ганзи. Запомните мое имя, как говорится. До новых встреч. Всем пока.